Гульшат Гафуровна, я пока звук вам выключу. Да, конечно, конечно. Нет, она... Да, Татьяна, читай, пожалуйста. Давайте начнем. Потихоньку остальные подключатся. Добрый день, уважаемые коллеги. Продолжаем наше мероприятие. Сейчас я передаю слово заместителю директора по связям с общественностью Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Тухватшина Кушнируху Олегу Ивановичу, который выступит с темой «Некоторые особенности предоставления контента на сайте специальной библиотеки». Доброе утро, коллеги. Я думаю, что за вчерашний день вы уже каким-то образом успели, что ли, познакомиться с нашей библиотекой. Поэтому особо останавливаться не буду. Но тем не менее я расскажу о нашей библиотеке вкратце. Итак, то есть естественным образом, что наша библиотека достаточно крупная, и она входит в пятерку крупнейших библиотек Российской Федерации. То есть, да, библиотека республиканская, то есть статус республиканской у нас есть, естественно, и она является хранилищем литературы для инвалидов по зрению. Еще она также является информационным центром для инвалидов разных категорий. То есть мы, конечно, специализируемся на незрячих и инвалидящих, но тем не менее мы стараемся охватить все категории инвалидов. Что еще могу сказать? Что услугами нашей библиотеки естественным образом могут пользоваться члены семей инвалидов, точно так же сопровождающие, близкие родственники, все. В настоящее время у нас в библиотеке, получается, что пользователей зарегистрировано около 5000, вернее, 4940 человек. Естественно, что с каждым годом осуществляется прирост этой цифры, но тем не менее где-то мы как-то стабильно держимся. И нужно сказать, что в принципе это не все количество незрячих, которое есть в республике. То есть есть такие моменты, как и неохваченные. Как вы видите на слайде, в состав нашей библиотеки входят 3 филиала. Главная у нас находится в городе Уфе, далее филиал в Стерлитамаке, филиал в Белебее и филиал в Белорецке. Сразу отвечаю на вопрос, почему именно в этих городах. Суть в том, что в этих городах у нас есть достаточно крупные первичные организации Всероссийского общества слепых. Там у нас расположены и предприятия, там расположены школы-интернаты. Такой момент, именно такого распределения существует. Кроме того, скажу такой момент, что
Мы не отказываем никому и помогаем, собственно говоря, всем. То есть мы с помощью библиотечного абонемента осуществляем рассылку книг на дом. Алло. Да-да. Кто-то с ноутбуком. Далее. Также у нас имеются библиотечные пункты. Библиотечные пункты а, 50 библиотечных пунктов, которые расположены в библиотеках, и 36 пунктов работают при ЦБС. Вот. Далее, так, минуту, у меня как-то презентации. Ага. Так. Оп. Ну что ж так. Так, вот эти библиотечные пункты. То есть они, как видите, расположены по всей республике. Таким образом, мы снабжаем литературой незрячих по всей республике. То есть здесь что? Книги Брайля, изданные шрифтом Брайля, крупнопечатные, крупношрифтовые, далее говорящие книги, где-то на кассетах, где-то на дисках, где-то на флешках. Далее. Ну вот, что здесь хотелось бы сказать именно о незрячих. То есть, каким образом вообще они осуществляют пользование нашим сайтом. Как видите, здесь вот несколько версий. Версия для слабовидящих, версия для незрячих и говорящие версии. То есть каждый материал, если вы посмотрите, зайдите внутрь, то он имеет озвучку. Озвучка материала производится достаточно просто. Такая программа Блабулка, которая автоматически просто переводит шрифт в звук. Вот. Да, голос механический, но тем не менее вас это не должно смущать. Почему? Потому что получается, что в общем-то они привыкли к этому. Вот. Далее еще хотел сказать вот один момент, и достаточно это важно, чтобы вы понимали. То есть я сейчас сказал, что на нашем сайте имеется озвучка. Вот. Дело в том, что большинство незрячих имеет свои программы экранного доступа. В принципе, в десятке Windows имеются уже такие специальные возможности, которые переводят текст в звук, вот, ну и обратно, в принципе. Кроме того, у незрячих имеется, то есть, своя программа JAWS. Вот. Она именно, мало того, что она переводит текст в звук, более того, она, в общем-то, указывает все клавиши в голосовом режиме. Вот. То есть у них нет какой-либо сложности нахождения на вашем сайте чего-либо. Вот. Естественным образом, если у вас, ну, скажем так, отсутствуют на сайте какие-то такие сложные перекрестные ссылки. То есть, когда нужно зайти туда, чтобы перейти туда, сделать это, и потом ты только туда попадешь. То есть, чем проще, тем лучше. Вот. Далее, вот как я уже сказал, то есть, у нас все это на сайте есть, и поэтому сложностей никаких нет. Теперь я бы хотел остановиться на психологических особенностях у людей с нарушением зрения.
Ну, во-первых, давайте, наверное, как-то подумаем вот о чем. То есть круг общения этих людей. Что? Кто их составляет? Как правило, это родственники. Вот. К родственникам добавляются друзья и знакомые. Но заметьте, что они, как правило, бывают те же и такие же. То есть, как правило, они такие же незрячие или слабовидящие. Вот. Как правило, это, естественно, родственники, то есть родственники, специалисты и близкие друзья такие же. Так вот, в зависимости от этого у людей с особенностями нарушения зрения и вообще, ну, скажем так, людей с особенностями здоровья возникают вот такие изменения. То есть, если говорить о эмоционально-волевой сфере, вот, это своеобразие характера. То есть они могут быть несколько капризные, могут быть неуверенные, естественным образом пассивные. Вот. Вот эта черта поведения, она сказывается по-разному, а порой они могут быть и конфликтные. Вот. Это я говорю к тому, что нужно уже каким-то образом, то есть профилактика жалоб, естественно, в нашей с вами работе. Вот. Порой они могут быть, естественно, расторможены, раздражительные. То есть вот эта вот какая-то активность, она может переходить в физическую расторможенность, двигательную, вот, вплоть до какой-то агрессии. Вот. То есть я говорю о том, что каким-то образом нужно всегда быть достаточно, ну что ли, сознательно относиться на любой вопрос или просьбу. Вот. То есть мы не знаем, как может быть исход. И естественным образом здесь приходится купировать все. Так, далее. В интеллектуальной сфере что? Естественным образом вот эта замкнутость, ограниченность социального круга, вот, она будет, как говорить, ну что ли, прогрессировать в чем? Снижение скорости, точности, дифференцирование понятий, то есть зрительное восприятие здесь, да, я указал, то есть это по мнению ряда исследователей, но тем не менее скорость всех психических процессов, в том числе, естественным образом, мыслительных, она будет снижена. Вот. Почему? Потому что человек, в общем-то, не так часто общается и общается только с теми, с кем он может общаться, да, то есть это достаточно малый круг. Далее. Трудности в владении сенсорными эталонами, то есть цвет, форма, величина, какие-либо величинные моменты им тоже достаточно сложно даются. Во-первых, за счет ограниченного зрительного восприятия. Вот. Оно может быть хорошо развито только у тех, кто был поздно ослепший. И у ранее ослепших тоже что-то такое сохраняется. У кого-то даже, в принципе, сохраняется какое-то остаточное зрение на каком-то сегменте. Вот. А у тех, кто изначально родился незрячим, сами понимаете, то есть у них отсутствуют какие-либо мыслительные образы в памяти, в мышлении. То есть в банке памяти вообще отсутствует, допустим, что такое цветок. Да, он понимает, что это что-то живое, то есть то, что вырастает, это хрупкое, это мягкое, но какое оно, вот, это тоже сложно, да? То есть, вот опять же, то есть с абстрактным мышлением там достаточно сложно. Вот. Ну и опять же уже здесь, переходя к коммуникативной социальной сфере. Почему здесь указываются трудности в игре? Вот как видите, да, на первом месте стоит.
Почему? Потому что игра это самый универсальный коммуникативный прием. Вот. То есть за счет игры можно трансформировать любую деятельность. Почему? Только потому, что мы на своем развитии мы естественным образом у нас ведущая деятельность игра была в основе. Вот. И потом мы от игры переходили, то есть у нас до 7 лет была ведущая деятельность эта игра. Далее у нас началось учение. Вот. То есть учение потом переходило в название профессиональной деятельности. Вместе с тем, здесь вот после игры и учения идет ведущая деятельность у подростков. Это общение со сверстниками. Увы, родители на втором плане. Но это так уже, скажем так, если в подробности входить. Так, далее. Идем. Бытовые проблемы вызывают сложные переживания и негативные реакции. Да, естественным образом. То есть, смотрите, человек ощущает сложности даже с тем, чтобы приготовить себе чашку чая. Да, то есть горячий чай, каким-то образом он должен это соображать. Здесь на помощь приходят естественным образом какие-то слуховые анализаторы. Вот, то есть происходит такая компенсация, да? Вот. Ну и естественно, о чем я уже говорил, дефицит общения ввиду ограниченности круга коммуникации. Все это верно. Вот. Далее, значит, что я хотел сказать. Вот здесь мы выявили именно такие критерии и требования, которые основываются, естественно, на научные исследования, которые проводились и у нас в России, и за рубежом. Вот, то есть каким должен быть контент на сайте. То есть какие должны быть новости, которые рассчитаны на именно аудиторию людей с ограниченными возможностями здоровья. То есть доступность восприятия. Естественным образом положительная эмоциональная окраска. То есть мы не пишем о том, что где-то что-то плохо. Для этого есть у нас радио, телевидение, средства масс-медиа, которые нагружают теми новостями, которые происходят. И уже, собственно говоря, от самих пользователей встает выбор, что они хотят, посмотреть ли актуальные новости или просто заглянуть, допустим, в какой-то, ну, скажем так, мир культуры, литературы, посмотреть какие-то интересные фильмы, узнать о чем-то новом, вот, о какой-то книге или что-то такое. Естественным образом все новости и вообще весь контент должен иметь положительное терапевтическое начало. Что это такое? То есть мы не предоставляем новостей, и вообще контент должен двигать человека вперед. То есть жизнеутверждающий, естественным образом положительный. Вот. Далее способствует развитию социально-бытовых навыков, развитию общего кругозора и коммуникации. То есть, ну что здесь? Социально-бытовые навыки, сами понимаете, то есть я вот говорил вам сейчас о том, что бывает сложным просто-напросто налить себе чашку чая, а вот буквально вчера получается, что со Стерлитамака я получил такую новость, что фонд Алишера Усманова из Москвы приехал в Стерлитамак и проводит курсы как раз по развитию социально-бытовых навыков. Они обучают незрячих готовке еды. Да, там что-то такое простое, естественное, реальное. То есть я не говорю, что там курицу фаршировать, хотя в принципе все возможно. Вот.
То есть они работают над этим, и вот у них существуют специальные программы. Плюс к этому они еще проводят программу по ориентированию на местности. Во-первых, просто так, ну в смысле как не просто так, а с помощью трости, это раз. И второй момент с помощью мобильных устройств. Вот это развитие социально-бытовых навыков, как видите. Так, развитие общего кругозора и коммуникации, то есть это способствование, ну что ли, обогащению каких-то знаний, вот, и каким-то образом способствовать, стимулировать вот это именно общение между людьми. Вот. Так, далее. Ну, давайте вот здесь вот еще чуть-чуть побудем. Так, что здесь хотелось бы сказать? Вот, существует такой, очень еще в свое время, когда мы в институте учились, я вспоминал ее, Галина Михайловна Андреева. Вот с ее подачи, она вообще основоположник социальной психологии в России, вот, причем именно с 30-х-40-х годов и по нынешнее время. То есть от ее учебников никто не отказывается. Так вот, она говорила о том, что коммуникация – это обмен информацией. Да? И вот этот обмен, он возникает тогда, когда есть интерес. То есть, если это интересно, с вами будут общаться. Если это интересно, то это будут читать. Если это кому-то интересно, опять же, то он об этом расскажет кому-то другому. Вот. Таким образом, наш контент, который мы предоставляем своим пользователям, мы пытаемся, чтобы он способствовал именно таким критериям и требованиям. Вот. Так, теперь мне бы хотелось каким-то образом узнать от вас вот такую вещь. Так, если можно, если есть такая возможность, пожалуйста, вот напишите в чат, может быть, мне. Здесь есть такое, что, то есть кто, сколько организаций вообще пользуются платформой Прокультура? Есть такая возможность? Так, чат я открываю. И так, ну пока, то есть не вижу. То есть никак, да, не получается? Ну, пишут вот РДК НЗР, Белорец, Центр детского чтения, Межгорье, видишь, я думаю, там практически все пользуются этим платформой. Все пользуются. Очень хорошо, тогда я продолжу. Продолжим. Ну вот, последние, просто анализируя последние письма Министерства культуры, что к нам поступают, то есть обязательно, что все учреждения культуры должны быть зарегистрированы на данном портале. Вот. Но, в принципе, наверное, я даже могу вам сейчас попробую показать все это в живом виде. Вот. То есть я сейчас нахожусь вот в своем кабинете на платформе Прокультура. Вот. В принципе, платформа удобная, да, однозначно. Здорово, что такое
Вот. Платформа позволяет размещать публикации анонсов мероприятий. Вот. Ресурсы, естественно, информационные партнеры тоже есть. Вот. То есть, вот как сама прокультура себя, в принципе, представляет, то есть, что у них ежегодно 22 тысячи учреждений культуры из 85 регионов размещают более 200 тысяч событий. Вот, да, все это здорово, прекрасно. Вот, теперь мы давайте с вами вернемся опять же к насущному. Маргарита Ильшатовна, видно экран? Да, видно, но вы сделаете еще полностью на весь экран терпеть. Подскажите, то есть видна демонстрация слайда? Да, слайд. Так, я тогда сейчас ее сверну. Потому что... Так. А вот так будет... Так, секунду. Угу. Так, вот сейчас я в кабинете прокультура, и, то есть, я надеюсь, что видно. Да, видно. О, здорово. Вот. Сейчас я вам скажу такой момент, что, то есть, поговорим вот о чем. Наша цель, естественно, я возвращаюсь к напечатанному, что возбудить интерес вот, в нашем пользователе, да, и вот самое главное, на наш взгляд, мы встретились вот именно с этим, что у нас с вами у всех есть государственное задание на оказание услуг, выполнение работ. И здесь имеется отдельный показатель количества посещений удаленно через сеть интернет. Вот. То есть, смотрите, вот здесь в разделе «Цифровая культура» у нас есть раздел «Посещаемость». Как видите, здесь возникает вот такой вот, я вам показываю, итого среднее, и вот визиты за, получается, за апрель. Вот в режиме онлайн показываю количество визитов. Как это все делается и считается, то есть устанавливаются счетчики на сайте, которые регистрируются в платформе Прокультура. Вот, естественным образом идет подсчет. Вот. Теперь, то есть, сами понимаете, что мы связаны. Теперь, значит, у нас с вами стоит задача каким-то образом размещать контент на сайте с тем, чтобы постоянно заходили, да, туда. Следовательно, каким образом мы будем это делать? То есть, вот как видите на нашем сайте, получается, что вот то, о чем я говорил, что фонд «Особый взгляд» в Башкортостане, то есть они в Стерлитамаке проводят эти курсы по теме кулинария. Вот, как видите, у нас почти каждый день возникают какие-то новостные поводы. То есть вот у нас музей Нестерова был 16-го в гостях. Вот, далее, 16-го же опять я попытался как-то заинтересовать наших пользователей и рассказал им о цесаревиче Александре и истории средневекового распятия. То есть здесь идет лекция музеев Московского Кремля в прямом эфире в социальной сети Одноклассники. Вот. Дальше, 15 числа у нас вышел вот такая новость «Всегда и классики». То есть здесь мы, что ел и любил Антон Павлович Чехов, «Караси сметане», Гоголь, паста аль денте, то есть недоваренные макароны, очень интересно, да? Что Лев Толстой был вегетарианцем, и Достоевский был сладкоежкой. Где я все нашел?
Вот. Естественным образом Министерство культуры нам предлагает пользоваться вот таким контентом. То есть это культура РФ. Вот. То есть это естественная такая большая платформа, на которой сохранены очень много материалов. То есть вот я открыл страничку каталоги разделов, да, то есть видите, 1729 фильмов, 1097 спектаклей, 1210 концертов, 1672 лекции. Вот, то есть образование, музыка, театр, кино. Вот это все мы можем помещать на наш сайт. Каким образом это приходится делать? То есть вот опять я на платформе ProKultura. Здесь у нас в разделе социальные сети вот, показываю существует лента. Но сразу скажу, что не все здесь работает так, как хотелось бы, достаточно просто. Вот с Фейсбуком почему-то она, ProKultura, не работает. Я как-то с ними пытался связываться первое время, сейчас я уже сюда бросил. То есть работает так, как она работает. Вот, как видите, последняя новость у меня на сегодня, и она выйдет в 11 часов. То есть она автоматически появится на... так, Facebook она не появится, но вот в Одноклассниках, видите, 21 апреля в 11:00 Башкирская библиотека для слепых. То есть наш аккаунт в социальной сети Одноклассники называется Башкирская библиотека для слепых. Вот. На этой страничке появится вот такая новость. Вот. То есть здесь концертный зал имени Чайковского Московской государственной академической филармонии. То есть это концерт, посвященный столетию мученической кончины семьи Романова. Вот. Откуда этот момент взят? Он взят, естественно, с портала культурного наследия «Культура РФ». Далее. Вот это появляется, и здесь же появляется в социальных сетях ссылочка. Вот это. Это ссылка на наш сайт. Вот мы сейчас переходим по этой ссылке. Вот это еще красным, как видите, это еще не опубликованная страница, которая на нашем сайте. То есть, если посмотреть другие страницы сайта, то они не будут, вот текст будет уже активированный, и вот этого розового фона не будет. Вот. Далее. Ну, то есть, вот таким образом мы пытаемся как-то, то есть, через социальные сети, вот если сейчас мы зайдем в социальную сеть, я зашел сейчас в ВКонтакте, вот, то есть мы здесь у нас, вот опять же было запрограммировано на выпуск социальной сети «Библионочь». Вот, это тот материал, который я вам говорил, по особому взгляду, то есть здесь больше чуть-чуть фотографий. Вот кому-то что-то понравилось уже тут, вот я параллельно комментирую. Вот. То есть это опять же библиостойность. И как видите, материал вот, пожалуйста, то есть это материал, как видите, его посмотрело 88 человек. Сейчас мы переходим по ссылке на страничку нашего сайта. Вот. И здесь уже, здесь 22 просмотра, то есть, понимаете, за одну новость мы взяли 22 просмотра. То есть, это, если, так, как мне отодвинуть это? Так, сделаем так. То есть, минуту. Опять же, возвращаясь во вкладку «Цифровая культура и посещаемость», то есть вот согласно вот этой, вот эти 22 просмотра, они фигурируют
А, вот здесь у нас получается, что вот 2582 просмотра за текущее время апреля, вот эти 22 просмотра сайта, они уже здесь лежат. Вот таким образом, то есть мы поднимаем посещаемость нашего сайта. Я думаю, что эта проблема, в общем-то, ну, не только у нас, она у всех есть. Вот. Так, что еще? Так, если вернуться к культуре РФ. Да, портал достаточно большой. Вот, как видите, здесь, здесь вот, так, секунду, я вернусь на прокультуру, покажу еще. То есть, с прокультурой, да, все, вот те события, которые мы анонсируем в системе прокультура, они отражаются вот здесь у нас. Вот, афиша. Если мы зайдем в афишу, мы берем определенные параметры свои, то здесь можно вот все это дело найти. Так, вот, кстати, наши украинские библиосумерки, которые заявлены нашей библиотекой. Вот. То есть вот они находятся у нас на портале Культуры РФ в разделе афиши. Вот, как видите. И если мы сейчас посмотрим, где они отображаются, так, это вот уже все, что связано с нашей библиотекой, здесь открылось. Вот, конечно, да, лучше это видно. Ну, там же на прокультуре видно, то есть можно посмотреть, где отображаются все новости. Вот, так. Далее, то есть мы зашли только в афишу. То же самое, что связано с кино. Так, тоже связано, что так, кино, если мы возьмем. Вот, пожалуйста, здесь же можно, что мы делаем. Я, допустим, делаю кино. Комментариями. Пожалуйста, вы записали вот здесь советское кино с типа комментариями, какие-то новости и моменты, что связано именно с типа комментариями. Ну и кино само, вот, пожалуйста, Москва слеза не верит, 12 стульев. То, что мы можем, естественно, у себя на сайте разместить. Вот. Кроме этого, вот я как уже говорил, то есть наш контингент, он естественным образом у них является ведущим звуковой, то есть они воспринимают на слух. И, следовательно, мы должны тогда, когда контент подбираем, каким-то образом опираться именно на это. То есть, если, что здесь может быть? Это, конечно же, могут быть концерты онлайн. Да, запросто, вот. Но здесь что-то бывает, допустим, и наша башкирская запросто вот, встречается. Вот. Другой момент, естественным образом приходится опираться не полностью на контент, который предоставляется культурой РФ, а также, допустим, я пользуюсь нашей страничкой в YouTube, вот, то есть вам она сейчас видна, вот, кстати, это тот семинар и то, что я вам показываю, вот, есть, да, но кроме этого у меня здесь в друзьях естественным образом есть Национальный музей Республики Башкортостан, вот, то есть какие-то материалы мы предоставляем на своем сайте, но у них достаточно мало,
Вот, я сразу скажу, что так, кукольный театр то же самое. Наши добрые друзья, которые нам всегда помогают. Вот. Далее, так, ну Царское село получилось, что у них здесь больше контента, чем на Культура РФ, поэтому я уже напрямую его беру. Вот. Но кроме этого, допустим, естественным образом у нас богатый очень контент есть по Башопере. Вот. Очень часто их, вернее, оперы в исполнении Башкирского оперного театра, театра оперы и балета звучат на страницах нашего сайта. Вот. То же самое, допустим, можно сказать, что национальный молодежный театр, они тоже предоставляют какой-то такой контент на сети YouTube, на платформе YouTube, извините, вот. И, то есть, его тоже можно отражать. Вот, собственно говоря, так, что еще я вам не успел сказать? Так, сказано, что тут у нас еще. Да, вот об этом я сказал вам. Да, то есть, так, могу сейчас показать, каким образом у нас получается, что то есть, опять же, если посмотреть вот те новости, которые у нас, вот видите, они планируются, вот уже на 22-е пошли новости, далее 23-е, то есть в один прекрасный день просто-напросто можно сесть и сделать сразу, ну, я не знаю, но у меня как-то получалось так, что можно сделать было дней на 10-15 вперед. То есть новости автоматически, если у вас позволяет сайт такие программирующие действия делать, вот, то с помощью перекрестных ссылок, которые сам пользователь не видит, вот, он просто-напросто этот контент ему автоматически подсовывается в социальные сети, где он автоматически сам проходит на наш сайт и этим ну, просто-напросто интересуется. Вот в частности у нас гала-концерт «Айда на оперу», Башкирский государственный театр оперы и балета. И в концерте принимают участие Аскар Абдразаков, Жупар Габдулина, Сабина Асадова, Ильхам Назаров. То есть это на нашем сайте появится 24 числа в 11 утра. Вот, и будет доступно, в общем-то, достаточно долгое время. Так, ну вот теперь, наверное, я как-то бы мне попробовать каким-то образом у вас, что ли, какая-то, может быть, обратная связь будет. Маргарита Ильшатовна, помогите нам. То есть, может быть, есть какие-то вопросы у слушателей? Давайте, если есть вопросы, может быть, в чате напишите. Да, я думаю, микрофон включить. Подождем немножечко. Так, вот сейчас я вижу, что тут надо так. То есть вопросов особо нет, да? Хорошо. Спрашивают, как установить виджеты на сайтах. Угу. Вопрос, да, такой, в общем-то, злободневный, согласен. Так. Одну секунду, ну, то есть я соображу, как мне вам это показать. Сейчас, так. Ага. Так. Секунду.
Так. Так, виджеты на сайт. Мгм. Итак, мы установили вот такой виджет. То есть он установлен был не так давно. Как видите, вот он всплыл. Выставка работ уфимской художницы Алии Неискуловой. То есть при прохождении этого виджета мы попадаем сразу на материал, который посвящен ее выставке. Вот. Здесь достаточно все просто и реально, то есть рассказывается о том, кто такая Алия Неискулова, то есть художница, наша героиня, о которой мы чуть-чуть рассказываем о ее картинах, все, и анонсируем, что выставка у нас продлится тогда-то и до тогда. Вот, все. Теперь давайте возвращаемся опять к виджету. Так, стоп, извините, лишь развернул. Так, вот, да, вот этот виджет. Итак, в ProCulture у нас есть вот такой раздел. Видите? У вас сейчас демонстрация отключена. Ой, извините, секунду. Секунду. Так. Все здорово, да? Так. Да-да. Угу. Вот здесь есть такой раздел виджеты. Вот. Как видите, виджетов здесь достаточно много, но это у нас просто, честно скажу, что я, видимо, ленивый и не убирался. Они удаляются по счету раз. Так, надо, видимо, зайти. Да, виджет, зайти в сам виджет. Вот, как видите, здесь его можно просто удалить. Вот, как старенький. Так. Ладно, удалю как-нибудь потом. Мне, правда, уже стыдно, но фигня. Так, теперь мы, знаете, что с вами сделаем? Мы вернемся на наш сайт. Так, вот материал «Библионочь». Он у нас скоро будет, он всем нам нужен. Вот, и мы сейчас с помощью его, с этого материала, сделаем виджет. Так. Так. Итак, создать виджет. Вот. Как видите, здесь, собственно говоря, ничего особо не нужно. Так, сразу поясню, почему мы выбрали вот виджет именно такой. То есть у нас полосочка вот, внизу экрана. То есть нам сразу наши пользователи сказали о том, что есть вариант, то есть вот такой квадрат всплывает. Есть вот здесь квадратик всплывает, вот. Дальше есть зависание этого квадрата некоторое, вот. Мы выбрали самое нейтральное, то есть это полосочка внизу, которая просто статичная такая. Так, мы выбираем полоса внизу страницы, вот. Здесь мы выбрали анонс, у нас события можно, да? Так, задержка 0. Так, URL. Я беру и копирую вот этот адрес, то есть который у нас находится на этой новости. Вот. Я его копирую и я просто не вижу, где чуть-чуть у меня камера выше. Так, и переношу в ProCulture. Вот сюда. Вот он встал, да? Так, события. Я опять копирую с Библионочи. Вот, и
Так, сейчас секунду я перенесу, чтобы мне было удобнее. Вот так вот. И переношу его вот сюда. Далее, что здесь у нас еще требуется? Так. Все, теперь нажимаем сохранить. Так, это поле необходимо запомнить. Так, события. Что нам не дает он? Так. Здесь, наверное, количество знаков, да? Ага. Да. Вот появился у нас, как видите, вот здесь вот зелененьким у нас создание успешное. Вот, виджет появился. Вот. То есть, теперь вот этот момент, что связан со скриптом, вы просто-напросто переносите на свой сайт. Вот. Так, время позволяет, но я постараюсь достаточно быстро. Вот смотрите, с помощью рабочей ссылки я сейчас зашел на страницу своего сайта. Вот. Как видите, у меня здесь заявлен виджет «Выставка работ уфимской художницы Алины Искуловой». Вот. Я его удалю только для того, чтобы вам показать по поводу, то есть как это вот все работает сейчас работает. То есть это я убираю. Так, сейчас, секунду. Здесь я вставляю «Библионочь 2021». Так, секунду. Здесь у меня уже скопированный скрипт. Я вхожу и вставляю этот скрипт сюда. Так, проверяю. Что мне здесь нужно будет проверить? Одно время получалось так, что у них была внутренняя ошибка. И эти скрипты, ну, похоже, да, не отладили. Там была маленькая буковка вместо большой. Вот, то есть все скопировано, и я сохраняю этот блок. Ждем некоторое время. Так, вот видите, появился виджет. Но виджет появился не тот, который нам нужен. То есть мы говорили о том, что нам нужен нижний. Следовательно, мы его сейчас просто переделаем. То есть здесь есть момент редактирования. Так, всплывающее диалоговое окно. Вот. Полоса внизу страницы. Ага. Так, мы то же самое. Вот появился другой. Да, вот. Ага. Вот, мы перекопируем этот скрипт уже свежий, который мы исправили. Да, теперь мы заходим да. Так, вот этот скрипт. Мы его заменяем и сохраняем. Так, теперь, если мы зайдем... вот у нас появился. Так, я надеюсь, вам видно. Появился «Библиосумерки онлайн» в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых. Вот такой принцип виджета. Скажу сразу, что недостаточно быстро и недостаточно сразу мы дошли до этого. Почему? Потому что во многих учреждениях, как правило, получается так, что программисты или на ставке, вот, или на как-то так. Вот. И часто специалисты просто-напросто, получается, что они
предоставлены сами себе в этом разделе работы. Но, тем не менее, помощь всегда рядом, что-то где-то как-то можно. То есть нужно все-таки поговорить с программистом, чтобы он вам дал ссылку и показал. Вот. Далее, еще один момент хочу сказать. Виджеты, да, это интересно, это здорово, это очень даже неплохо. И совсем недавно еще в рейтинге учреждений они учитывались. В настоящее время они не учитываются. То есть, если посмотреть, так, сейчас покажу. Если посмотреть вот сюда, вот, видите здесь, то есть наше учреждение, то есть вот в этом рейтинге, вот здесь они, виджеты сейчас не играют роли, то есть сейчас играют роль события, сколько у вас зарегистрировано событий, именно подтверждено. Далее у вас играют роль обзоры, то есть вы этими обзорами тем самым закрываете это событие. Вот. Но здесь интерес в чем? То, что получается, что событий у вас может быть больше, но в месяц вы можете обзоров всего 3. Далее, и достаточно сильно, в общем-то, вещь играют трансляции. Вот. Трансляции организовать, в принципе, непросто. И в то же время очень просто. Вот, я знаю, что многие делают, кто-то делает с ошибкой, но у нас тоже были ошибки. То есть именно далее зарегистрировать можно, но зайти нужно именно на ту страницу и начать трансляцию именно там, где она была зарегистрирована. То есть в этом большинство вот ошибок. И они естественным образом этой платформой минусуются нам как баллы. Вот. Вот у меня, собственно говоря, все. Маргарита Решатовна. Спасибо большое. Полезное очень выступление. Вопросов больше нет? Да, все. Поэтому мы дальше, наверное, пойдем. Да, конечно, конечно. Большое спасибо всем за внимание. Благодарен. Доброго всем дня. Спасибо. Далее перед вами выступит заведующий отделом организации досуга Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Тухватшина Султанмуратова Гульшат Гафуровна. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно, да? Да. Все хорошо слышно и видно. Сегодня хотелось бы с вами поговорить про особенности организации мероприятий с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Действительно, тема очень важная и нужная. Сейчас я запущу презентацию. Презентацию видно, все нормально, да? Да. Так, начну, наверное, с того, кто же такой человек с ограниченными возможностями здоровья. Конечно, это человек, который утратил полностью или частично способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. На сегодняшний день у нас в стране насчитывается более 8 миллионов людей с ограниченными возможностями, и все они нуждаются в поддержке не только государственных, общественных организаций, но и участия каждого здорового человека в их жизни. А люди с ограниченными возможностями здоровья делятся на несколько групп. Их можно поделить по возрасту. Это дети, инвалиды, взрослые, по происхождению инвалидности, инвалиды с детства, инвалиды труда, войны, общего заболевания. По степени трудоспособности это, конечно, нетрудоспособные и трудоспособные. Конституция Российской Федерации гарантирует инвалидам равные с другими гражданами права. На современном этапе это стало одной из важнейших задач государства, и
органов здравоохранения, социальной защиты населения, образования, занятости, культуры и спорта. В Федеральном законе о социальной защите инвалидов Российской Федерации в качестве цели государственной политики в отношении инвалидов как раз была определена не помощь инвалидам, а обеспечение равных с другими гражданами возможностей реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, которые предусмотрены в нашей Конституции и, конечно, принципами и нормами международного права. Все мы с вами знаем, что инвалиды – это одна из наиболее социально незащищенных групп населения, поэтому необходимо содействовать доступности и возможности приобщения к духовной культуре, то есть это посещение музеев, театров, библиотек, клубных учреждений и организация социального участия в процессе досуговой деятельности. Досуговые занятия инвалидов необходимо рассматривать как важное средство их социальной и духовной реабилитации, как самостоятельную сферу их деятельности, благодаря которой обеспечивается целостное творческое восприятие личности инвалида, активизация ее жизнедеятельного, культурного, физического и умственного потенциала. На сегодняшний день у нас в Российской Федерации существует немало организаций, которые занимаются проблемами инвалидов. И это, конечно, и Всероссийское общество инвалидов, и различные общественные организации. Однако работа большинства из них направлена это прежде всего на решение социально-бытовых проблем, осуществление медицинской реабилитации. Конечно, без сомнения, это важные задачи, но при всем при этом не следует забывать о духовной сфере человеческой жизни, ведь именно области культуры, искусства, результаты деятельности человека не связаны напрямую с состоянием его здоровья. В наше время люди с ограниченными возможностями все чаще заявляют о своем высоком духовном и культурном потенциале. И поэтому так необходимо сейчас усилия общественных организаций, культурно-досуговых учреждений, направлены на содействие творческой самореализации и личностному росту людей с ограниченными возможностями здоровья и прежде всего, конечно, молодежи. При организации досуговой деятельности людей с ОВЗ в целях их оптимального вхождения в социокультурное пространство и восстановления социокультурных связей всегда необходимо учитывать индивидуальные особенности данной группы населения. В отношении людей с ограниченными возможностями культурно-досуговая деятельность она представляет собой процесс создания условий для организации свободного времени, связанный с реализацией их потребностей и интересов, и которые обладают личностно развивающим характером, социально-ценностной ориентацией и, конечно, самореализацией. Участие в различных видах досуговой деятельности является необходимой областью социализации, самоутверждения и самореализации инвалидов, и оно может быть ограничено в связи с недостаточным уровнем развитости и доступности. И, конечно, здесь необходимо учитывать, что молодые инвалиды у нас существенно отличаются от инвалидов зрелого возраста, и также как инвалид с детства от человека, ставшего инвалидом, будучи уже взрослым. То есть для молодых инвалидов культурно-досуговая деятельность, она больше выступает процессом формирования условий для организации свободного времени, связанного с реализацией его потребностей, интересов. И, конечно, она должна обладать личностно развивающим характером и способствовать его самореализации. И при условии, при организации культурной досуговой деятельности, которая направлена на реабилитацию лиц с ограниченными возможностями, всегда следует учитывать учет индивидуальных психофизиологических особенностей людей с ограниченными возможностями здоровья и организацию культурно-досугового пространства в процессе реабилитации людей с ОВЗ, то есть она должна быть доступной. Условия, которые способствуют восстановлению социальных, психологических, физических функций инвалидов посредством организации культурно-досуговой деятельности, какие должны быть сейчас, я вам тоже расскажу.
То есть создание щадящих условий, должны быть благоприятные условия труда, гибкий график, гибкий режим работы, упрощенный режим, использование коррекционно-воспитательной направленности для работы специалистов, использование методов, средств и приемов с учетом возможностей молодых инвалидов, разделение требований и индивидуализирование обучения, то есть модифицирование рабочей программы, она всегда зависит от деятельности учреждений культуры, создание особых кружков для молодых инвалидов, учет особенностей психического развития, причины трудного поведения при организации коррекционно-воспитательной работы. К наиболее распространенным формам организации культурно-досуговой деятельности, сейчас буду их тоже перечислять. Конечно, наиболее распространенное это создание кружков, клубов, какие-то кружки прикладного творчества, кружки художественного, самодеятельного творчества, в том числе литературного творчества, объединения, клуба выходного дня для родителей и детей-инвалидов, игровые программы, то есть они должны быть специально подготовлены с учетом физических, умственных способностей людей с ОВЗ, организация праздников, концертов, постановка спектаклей, организация информационно-просветительских программ, проведение различных реабилитационных программ. Здесь уже вот про арт-терапию мы говорим, про арт-терапию еще позже конкретнее расскажу. То есть это все основные формы организации культурно-досуговой деятельности. Примерами клубной такой работы могут быть служить клубы, то есть приведу примеры. Бисероплетение, изо, то есть это рисование с мягкой игрушкой, вышивание, литературные клубы, какие-то вокальные клубы, клубы здоровья, клубы садоводов. Их на самом деле множество. То есть здесь уже, исходя из интересов людей с ОВЗ, можно создать клуб. Эффективной может быть, конечно, деятельность клубных объединений, она действительно эффективна, и она развивает техническое творчество, вокальные, хореографические, театральные способности инвалидов. Про них тоже можно сказать. На примере нашей библиотеки работает несколько клубов. Это литературный клуб вдохновения, клуб здоровья, движение это жизнь, клуб садоводов, клуб волонтеров, клуб, где дети помогают при создании тактильных книг, то есть они делают какие-то элементы тактильной книги, то есть мягкие игрушки. Вот эти все моменты могут служить примерами. Но и говорила про арт-терапию, тоже нужно здесь рассказать. Действительно, это метод психотерапии, который используется для лечения. Используют для лечения такие художественные приемы и творчество, такие как рисование, лепка, фотография, музыка, просмотр кинофильмов, чтение книг, актерское мастерство, создание истории и многое другое. Опять-таки, исходя из примера нашей библиотеки, могу назвать такие методы приема арт-терапии. То есть у нас проходит лепка для детей, для незрячих, слабовидящих детей, просмотр кинофильмов с тифлокомментариями, громкие читки, театральный клуб есть у нас. Это все методы арт-терапии. В рамках арт-терапии могут быть формы работ, также есть формы работ для лиц с ОВЗ, которые могут быть использованы как в клубе, так и за ее пределами вне клуба. Казалось бы, читки, чтение книг, громкие читки. Чтение книг на самом деле помогает человеку с ограниченными возможностями. Вообще лучше любого психолога. С помощью литературы можно не спеша рассмотреть, понять жизнь человека,
на художественных примерах найти то, что способно сделать ее интересной, яркой и радостной. Например, прочтение биографии известной личности с непростой судьбой возвращает инвалиду веру в свои возможности. Специально подобранная литература помогает снять напряжение и получить удовольствие от жизни. Изотерапия, рисование. На самом деле это уникальный инструмент, который также может применяться в психотерапии, в педагогике, в медицине, в культуре, в социальной работе и в психологии. Рисование помогает инвалидам справиться с своими личностными какими-то психологическими проблемами. Также способствует гармоничному развитию всех человеческих функций. Рисуя, допустим, если одно из заданий нарисовать свою проблему, рисуя, допустим, свою проблему, человек оставляет на бумаге все свои негативные эмоции, и занятие искусством всегда она приносит творческое удовольствие. Можно здесь еще сказать про фототерапию, то есть художественное фотографирование. Если есть возможность, действительно очень хороший метод созерцания произведений живописи, скульптуры, архитектуры вызывает не только эстетическое и познавательный импульс, оно еще и имеет исцеляющие моменты, а здесь уже возрастает энергетический тонус, улучшается самочувствие, и здесь происходит самовосстановление. Музыкотерапия. Прослушивание спокойных, гармоничных музыкальных произведений способствует снятию и устранению негативных эмоций у лиц с ограниченными возможностями здоровья. Этот метод он может применяться как в качестве самостоятельного средства реабилитации, так и как дополнение к другому виду деятельности. Например, вместе с лепкой, с рисованием. То есть, если проходит занятие по рисованию лепки, можно включить тихую какую-то музыку, мелодию. Это на самом деле даст потрясающий эффект для самовосстановления. Ну и здесь не менее значимо пение инвалидов, то есть могут быть какие-то у вас создаваться клубы по пению. Но пение, оно само по себе помогает обогатить человека новыми впечатлениями, развить инициативу, самостоятельность и поможет как-то подкорректировать имеющиеся какие-то недостатки. Всегда нужно учитывать, что проводя мероприятие, вот каждый человек, он имеет возможность принять участие, то есть показать свои способности и просто продемонстрировать стремление к жизни и почувствовать нужность, свою нужность в этом социуме. И как раз пение способствует этому. Игровая деятельность, следующая форма, игровая деятельность с элементами театрализации. Для социальной реабилитации инвалидов хорошие возможности на самом деле дают методики игротерапии, особенно с элементами театрализации. То есть здесь используются игры, которые могут способствовать развитию внимания, памяти, наблюдательности. Игровые программы могут быть переплетены как раз таки с песнями, с танцами, викторинами. Они все эти моменты способствуют активизации участников, их межличностному общению, снижению усталости. Например, в народных играх всегда сконцентрирован какой-то положительный опыт поколения и динамические процессы жизни. Они очень существенно развивают целеустремленность, лидерство и способствуют приближению и общению между собой. Игротерапия на открытых каких-то сценических площадках, здесь уже говорим как раз таки про театрализацию, она востребована и детьми, и взрослыми. Ведь игра, она всегда позволяет сбросить напряжение, избавиться от депрессии, она побуждает всегда активизироваться и физически, и умственно.
и как-то выражать себя спонтанно, и погружает участников всегда в атмосферу эмоционального комфорта. И, конечно же, здесь нужно отметить, что театр, он всегда позволяет раскрепоститься зрителю и актеру зачастую. Здесь можно сделать так, что нередко сами зрители могут стать актерами, то есть они могут вовлечься в действо и отыграть какие-то болезненные для себя жизненные и психологические ситуации. То есть это все можно при помощи игры показать. Такие моменты. У нас в библиотеке работают на сегодняшний день театральные клубы, то есть у нас театр книги «Балаганчик», там уже вот взрослые у нас выступают, играют. И у нас есть кукольный театр «Волшебная лампа», а здесь уже принимают участие дети, незрячие и слабовидящие дети. Что еще интересно, при создании кукол, вот, например, дети тоже принимают участие, то есть здесь уже происходит, когда, ну, как бы в форме мягкой игрушки, когда создают, здесь уже игротерапия, арт-терапия, неправильно сказала, арт-терапия, создание мягкой игрушки, то есть переплетение форм работы. И на самом деле сейчас вот стали забываться такие формы, как вот глинотерапия. Это на самом деле замечательный, эффективный способ реабилитации, который сочетает в себе комплекс и медицинских, и каких-то культуроориентированных моментов, которые имеют в основе работу с пластическими материалами. И даже вот если брать глину, она имеет лечебные свойства. Но здесь использование не только глины, здесь можно использовать и пластилин, то есть это вот эти занятия, как раз таки лепка, она всегда помогает детям и может также использована при работе со взрослыми. У детей же она вот развивает, способствует развитию мелкой моторики, координации, ну и взрослых тоже, и работе согласованности рук. То есть все эти моменты здесь существуют. И также еще лепка из глины и пластилина формирует чувство ритма, объема, пропорции, вот понятия, такие понятия получить, и воспитывают художественный вкус. Также здесь можно применять метод творческой работы с природными какими-то материалами. Это тоже важный фактор формирования трудовых навыков, аккуратности, планирования. Это тоже все способствует развитию воображения и пространственного мышления. И один из таких, так скажем, инновационных методов на сегодняшний день — это паркотерапия. Почему инновационных? Действительно, мы зачастую не понимаем, что на самом деле это самая простая, но очень классная технология. В современных условиях вот, мы всегда с вами сами, гуляя по парку, можем себе любоваться природой. Для инвалидов вы можете организовать в этом случае экскурсии. Экскурсии с рассказами об этом парке, о деревьях, о цветах, которые там посажены. То есть это дает очень колоссальный и классный эффект. А еще здесь вот в паркотерапии вообще входит много, ну, есть, так скажем, паркотерапия, она делится, есть у них несколько: ландшафтотерапия, акватерапия, фонтанотерапия. Фонтанотерапия тоже имеет такая технология, которая имеет положительное влияние на здоровье. То есть, опять-таки, это может быть экскурсия к какому-либо фонтану или, ну, допустим,
если у вас есть какой-то, в вашем участке есть какой-то водопад, экскурсию организовать, если есть такая возможность, и рассказать вообще историю этого фонтана, вообще постоять рядом, даже способствовать восстановлению сил для обычного человека, а уж для инвалидов это действительно для здоровья имеет очень колоссальный эффект. Сейчас, еще в паркотерапии там можно еще рассказать про садовую терапию. Тоже здесь уже вот в формате клуба работа может идти. То есть вот клуб садоводов у нас в библиотеке есть такой клуб. Здесь люди в основном старшего поколения, у них у многих есть свои сады, и они приходят и делятся своим каким-то опытом, рассказывают. И, то есть это такая активная терапия, она практикует как бы физическое и психологическое исцеление человека через общение с растениями. Ну и ручная работа, то есть это вышивание, вязание, бисероплетение, собирание пазлов тоже. Вот это, кстати, отличный вариант досуга для лежачих инвалидов, ну, при условии, если они на это способны. Подобное времяпровождение, оно помогает снять стресс, нервное перенапряжение, раздражительность, и вместе с этим оно развивает мелкую моторику. Вот все эти моменты, которые я выше назвала, они действительно при работе с людьми с ограниченными возможностями имеют место быть. Почему я так говорю? Потому что, конечно, без реализации своего права на отдых и досуг жизнь человека с ограниченными возможностями здоровья нельзя назвать полноценной. И поэтому именно использование вот этих всех новых методов социокультурной реабилитации, именно это может позволять людям адаптироваться в обществе. Ну и использование средств культуры и искусства способствует реабилитации инвалидов, ускорению их социальной интеграции, возрастанию их трудовой активности. И одна из важнейших задач социокультурной реабилитации она заключается в том, чтобы выявить именно какие виды деятельности интересуют инвалидов и по возможности организовать их реализацию. На самом деле, как я уже сказала, что все вышеназванные формы работы, они легко могут адаптироваться и подходят для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Много на сегодняшний день есть программ, которые позволяют их внедрить в вашу работу. И остается только их использовать на самом деле. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, готова ответить. Вопросов пока нет. Сейчас у нас по плану перерыв до 12 часов. Тогда продолжим.
Еще 2 минутки и продолжим. Ну, вроде все собрались. Гульшат Гафуровна, давайте продолжим. Да, конечно. Уважаемые коллеги, сейчас бы я хотела продолжить выступление, но сейчас тема будет другая. Я хочу поговорить с вами про тифлокомментирование. Тема звучит следующим образом. Тифлокомментирование как способ получения равного доступа незрячих и слабовидящих пользователей культурным ценностям. Тема звучит таким образом. Представьте себе, пожалуйста, на минутку, что вы оказались у закрытой двери, которая ведет в фойе, в кинозал или зрительный зал театра, ну, либо в художественную галерею. Вы хорошо слышите, что происходит за дверью, на сцене или на киноэкране, но не видите того, что видно зрителям. Так вот, в таком положении как раз-таки находятся незрячие кинозрители, посетители концертных залов, музеев, выставок, стадионов, театров, ну и телезрители. То есть они не видят, что происходит на экране. Им можно и нужно помочь. Как раз-таки в этот момент на помощь к нам приходит тифлокомментарий. Что же такое тифлокомментарий? Тифлокомментарий – это целевая информация, она специально подготовлена для слепых, слабовидящих, для замещения или же дополнения визуальной информации, которую воспринимают зрячие, но которые из-за слепоты недоступны или мало доступны слепым и либо слабовидящим людям. Вчера уже про тифлокомментирование начали уже говорить, сегодня мы уже более детально с вами обсудим. Так где же может проводиться вообще тифлокомментирование? Тифлокомментирование у нас проводится при посещении музыкальных спектаклей, в театре, на концертах, эстрадных каких-то представлениях, шоу, в цирке, может даже на спортивных состязаниях, обязательно в кинотеатрах. Тифлокомментирование телепередач, на показе мод, в музеях, на выставках и, конечно же, в библиотеках. Тифлокомментирование может быть групповым, с использованием и применяемого для тифлокомментатора и незрячих оборудования. Может быть индивидуальным, когда предусматривается комментирование для одного, ну или максимум для 2 людей. Автоматическое может быть, то есть это используется уже в кинотеатрах или на телевизорах при демонстрации каких-то кинофильмов с тифлокомментарием. Может быть также прямое. Оно используется в театре, в кинозале, на каких-то эстрадных представлениях и также при
при показе телепередач по телевидению может быть использовано. Сейчас вообще расскажу по принципу подготовки. Тифлокомментирование делится на горячее. То есть это ситуация, когда приходится действовать без предварительной какой-то подготовки. То есть в случае прямого тифлокомментирования оно происходит непосредственно при наблюдении уже объекта комментирования. И то есть читается с листа. Например, это комментирование во время спортивного матча. Ну и подготовленное, то есть это когда комментатор имеет возможность заранее подготовить тифлокомментарий. Например, для автоматического тифлокомментирования тифлокомментатор уже может подготовиться к прямому комментированию, например, предварительно посмотрев фильм, видеозапись, картину и многое другое. И нужно здесь обратить внимание, что тифлокомментирование в общих залах оно должно быть закрытым, то есть проводиться в наушниках и исключительно по желанию зрителей, но чтобы не мешать остальным. Что касается Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Хусайна Тухватшина, про опыт наш хочу рассказать. У нас в библиотеке с 2014 года работает проект «Расскажите мне кино». То есть с 2014 года мы занимаемся созданием тифлокомментариев. Именно в этот год были получены нами грантовые средства президента Российской Федерации на реализацию данного проекта. Но здесь нельзя сказать, что вот мы получили грант и сразу финансовую поддержку, и сразу как бы мы начали создавать тифлокомментарии. То есть понятно было, что нужно было закупить оборудование, подготовить рабочее место и, конечно же, обучить сотрудников созданию тифлокомментариев. Тифлокомментарии, они как бы здесь у нас в библиотеке создаются для разных возрастных групп. И как раз-таки в тот момент, когда мы уже начинали работу, мы поняли, что денег, которые были заложены в СМИТе для реализации проекта, не хватает на обучение тифлокомментаторов на профессиональной основе. И здесь пришлось искать какие-то другие пути. И сотрудник Республиканской библиотеки прошел стажировку в Пермской краевой специальной библиотеке для слепых по курсу тифлокомментирования. И были, конечно, проштудированы все пособия и статьи Сергея Николаевича Ваньшина по обучению искусству тифлокомментирования. Ну и оттачивается, конечно, мастерство тифлокомментатора методом проб и ошибок. И хочу сказать, что в рамках проекта созданы собственные тифлокомментарии более 30 фильмов, 7 фильмов на башкирском языке. Ну и в библиотеке на данный момент у нас из внешних источников имеется более 100 фильмов с тифлокомментариями. Мы также получаем фильмы с тифлокомментариями от благотворительного фонда «Живые сердца». На экране все это будет показано. Будете смотреть, я продолжу дальше с вашего разрешения. Как происходит вообще запись тифлокомментариев в нашей библиотеке? Хотела бы остановиться на этом моменте. Мы тифлокомментарии создаем с помощью специальных компьютерных программ. Затем фильм переносится на диск и уже может быть показан читателям. Автоматическое тифлокомментирование, которым мы занимаемся с помощью программ Adobe Audition по версии 1.5 и фабрика форматов 1.8, позволяет, ну, во-первых, сделать комментарий более качественным, во-вторых, комментарий записывается на дополнительную звуковую дорожку, то есть при наличии наушников тоже незрячий сможет смотреть фильм самостоятельно, даже при этом не имея какого-то отдельного помещения для просмотра. И по количеству фильмов я уже сказала.
На экране вы видите вот наши первые фильмы с тифлокомментариями, которые были сделаны у нас в библиотеке. И здесь вот можно посмотреть вот такие известные фильмы, как «Пушкин», «Последняя дуэль», «Солярис». И как раз когда писался грант, конечно, чтобы привлечь внимание экспертов, мы писали именно таким образом, что будут создаваться тифлокомментарии на такие известные фильмы. Вот «Блиндаж», «Солярис», «Пушкин», такие полнометражные, солидные фильмы. И действительно, эти фильмы, они очень полюбились нашим читателям. Но постепенно, уже имея маленький опыт, мы пришли к тому, что мы должны создавать тифлокомментарии на национальные фильмы, на фильмы и делать акцент все-таки на краеведческую тематику. И так вот мы стали уже создавать фильмы, тифлокомментарии создавать на региональные фильмы, то есть для незрячих людей. Вот, и мы заключили далее договор с киностудией «Башкортостан», согласно которому студия нам представляла экземпляр новых фильмов, и мы обязуемся не использовать их в целях извлечения какой-то коммерческой прибыли, а мы создаем только вот тифлокомментарии. Получается, по договору мы создали тифлокомментарии к таким фильмам, как вот «Лесная тропка», «Ловец ветра», «13-й раунд», «Визит», Салават Юлаев, «Ночь лунного затмения», мультфильмам «Сын охотника», «Глупый волк», «Как появились луна и Уральские горы». И вот некоторые из них, то есть это вот «Янмеш», «Листок» и «Лесная тропка», это на эти фильмы уже тифлокомментарии были созданы именно на башкирском языке. И с 2015 года в специальной библиотеке по заказу благотворительного фонда для слепоглухих людей «Соединение» началась работа по созданию субтитров к художественным и мультипликационным фильмам. В настоящий момент созданы субтитры к мультфильмам «Глупый волк», «Сын охотника», художественным фильмам «Жеребенок», «Ранняя оттепель», «Ночь лунного затмения». На башкирском языке первый фильм, вот «Лесная тропка», вот этот фильм, короткометражный фильм «Лесная тропка», это вот первый фильм, на который были созданы тифлокомментарии именно на башкирском языке. И ежемесячно, вот я же говорила, что у нас фонд пополняется из внешних источников, то есть мы ежемесячно проводим просмотры фильмов с тифлокомментариями. В рамках проекта приходят зрители, они смотрят, у нас есть свой зал, они смотрят фильмы, делятся впечатлениями, рассказывают вообще, что было ли им понятно. В общем, все эти такие моменты учитываются. Вообще, что же такое тифлокомментирование? То есть здесь нужно тоже уточнить. Тифлокомментирование – это лаконичное описание предмета, пространства или же действия, которые непонятны слепому или слабовидящему без специальных пояснений. Тифлокомментатор должен так рассказать, чтобы человек сам смог составить представление об окружающем, и необходимо умело согласовать описание всех компонентов между собой и с целым объектом. И, конечно же, при этом выстроить целую композицию. Содержательная характеристика, пояснительный текст позволяют увидеть невидимое незрячим. Конечно, если вот при всем при этом комментатор же не имеет права заглушать другие вот слова актеров, музыку. То есть это все должно оставаться доступным для незрячих и слабовидящих, но те моменты, когда речь не воспроизводится, тифлокомментатор все эти моменты заполняет своими пояснениями.
На экране то, что вот я листаю, в презентации у нас показаны некоторые фильмы, которые у нас имеются в нашем фонде, и мультфильмы тоже в том числе. Вот, например, «Место встречи изменить нельзя». Художественный фильм, всем известный фильм. Он также доступен у нас и есть в нашем фонде. Мультипликационный фильм «Ни пуха, ни пера». Очень такой легкий мультфильм, причем его любят смотреть и взрослые, и дети. Он был снят режиссером известным Римом Шарафутдиновым нашей республики. Художественный фильм «Ловец ветра», я думаю, что многие с этим фильмом знакомы. Здесь снимался Марат Башаров, и снимался он у нас в Башкортостане. Вот на этот фильм он также имеется создан тифлокомментарий. Сейчас я бы хотела вам рассказать про другой проект. Доступный театр тифлокомментирования для незрячих на языках народов Республики Башкортостан. Этот проект позволил уже для незрячих и слабовидящих донести искусство театра, то есть познакомить их с театром. Этот проект начал работать в 2019 году, и уже мы понимаем с вами, что многие театры признают необходимость адаптации спектаклей для аудитории с разными возможностями. И вот данная социальная услуга в регионах, она становится как раз-таки доступнее благодаря неравнодушию и вовлеченности представителей театра, а также появлению новых специалистов по тифлокомментированию. Этот проект в Уфе успешно реализует программа «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». И благодаря грантовой поддержке фонда в нашей библиотеке на сегодняшний день имеется система и оборудование для тифлокомментирования. Для прослушивания тифлокомментария зрители с нарушением зрения получают рацию с регулятором звука и с удобной клипсы, и также один наушник. Наушник они надевают только на одно ухо, для того, чтобы другим можно было хорошо слышать голоса актеров и звуки, сопровождающие спектакль. И в рамках этого проекта в 2019 году у нас уже состоялись показы спектаклей с тифлокомментариями. Это 30 октября и 4 декабря в Национальном молодежном театре имени Мустая Карима. 2 спектакля с тифлокомментированием. Тифлокомментированием спектакля занималась лично я. Спектакль назывался «Униженная». Конечно, в 2020 году также мы планировали продолжить сотрудничество с театром, но еще планировали сотрудничать с Башкирским государственным театром кукол по тифлокомментированию детских спектаклей, но эпидемиологическая обстановка, конечно, она там не позволила нам реализовать проект, но в будущем проект этот будет работать. По крайней мере, мы надеемся на это. Что касается про тифлокомментирование спектаклей, у него, конечно, есть свои особенности. Нужно про них тоже сказать. Когда мы описываем спектакль, мы описываем все то, что происходит на сцене, то есть это действия героев, как они одеты, как сменяются декорации, как персонажи взаимодействуют с друг другом. И, конечно, еще нужно успеть передать их эмоции, допустим, если они не читаются в интонациях, в репликах, все это нужно успеть уместить, но при этом нужно говорить образно, ярко, красиво и при этом лаконично. И только тогда тифлокомментарий он будет успешным. Что еще нужно здесь сказать? Когда мы готовим тифлокомментирование для спектакля, конечно, необходимо заранее посмотреть материал, который предстоит комментировать. Это возможно и не один раз ты его посмотришь. И при всем при этом мы понимаем, что спектакли-то они длятся
не меньше часа уж точно, а то и 2. То есть нужно предварительно несколько раз посмотреть материал. Вообще нужно определить для себя, объяснить, и нужно слова некоторые познакомиться с словами, которые нам, возможно, не знакомы из сферы театра. Нужно правильно их произносить. Нужно правильно произносить именно географические названия и пометить паузы, в которых удобнее всего произнести тифлокомментарий. Вот здесь полезно, конечно, провести хронометраж, который может помочь определить, ляжет ли на паузу подготовленный текст тифлокомментария. Но когда действие происходит вживую, это, конечно, здесь нельзя предугадать. То ли дело это комментировать фильм, то есть можно нажать на паузу и как-то какие-то изменения, допустим, внести, вернуться и внести изменения в тифлокомментарий. Но когда действие происходит вживую, действительно это сделать очень сложно. Но и актеры, допустим, они на репетиции как-то играли немножко по-другому, а во время показа могут сказать лишние несколько слов, допустим. То есть вот очень сложно этот момент комментирования спектакля, но если хорошо подготовиться, действительно это возможно сделать. И еще есть момент, очень сложно комментировать танцы. То есть описывать какое-то неподвижное изображение, оно проще, чем действие как раз на сцене. Там уже у тифлокомментатора действительно имеется больше времени. И если помните, я еще говорила, то, что тифлокомментатор также не имеет права заглушать музыкальные какие-то элементы. То есть, допустим, на примере вот спектакля «Униженная» там был момент, когда звучит и народная песня, то есть там нужно именно слушать слова, и происходит действие на сцене в формате танца, медленный такой. А как в этот момент ты будешь, да, производить описание? Естественно, нужно находить моменты, то ли в начале, пока еще вот, допустим, песня только начинается, только мелодия идет, уж чтобы не заглушать слова песни, приходится быстро-быстро делать описание. Ну или когда уже, допустим, песня заканчивается, в этот момент тоже нужно успеть сделать комментарий. И тифлокомментирование в театре, оно выглядит немножко по-другому, то есть человек, комментатор, сидит в отдельной кабинке, который наблюдает за спектаклем. Где-то, возможно, что через экран монитора и рассказывает, что происходит на сцене. Либо вот как я, передо мной было, то есть окно, кабинка, окно, и я наблюдала через все действие через такое окошко. И уже рассказывала свой комментарий. И здесь я уже проговорилась об этом, что для прослушивания тифлокомментариев для человека с нарушением зрения перед входом он получает рацию, у него есть регулятор звука с удобной такой клипсой и наушники, вот на фотографиях это тоже показано. Один наушник надевается на ухо, то есть они слушают и голоса актеров, и слушают мой комментарий. Вообще нужно сказать, что профессия тифлокомментатора, она очень на самом деле непростая, у него есть свои строгие требования, и каждый тифлокомментатор, он все-таки по-своему выражает свое творчество. Допустим, раньше вот в нашей библиотеке до получения грантовой поддержки президента Российской Федерации мы использовали прямое тифлокомментирование, но вот появление автоматического, как раз-таки это при создании фильмов, оно на самом деле облегчило жизнь, то есть здесь уже мы можем
создать специальную звуковую дорожку, на которой записывается тифлокомментарий. И здесь уже можно просчитать хронометраж каждой фразы, высчитать буквально по секундам. Здесь уже действительно немножко такой облегченный вариант. Но и когда создание тифлокомментариев фильмов тоже идет, необходимо фильм тоже посмотреть несколько раз, опять-таки, чтобы было удобнее высчитать тот самый хронометраж и чтобы было удобнее записать все слова, все комментарии. Подготовленные тифлокомментарии, конечно, его можно составлять схематично каким-то образом, да, схематично какой-то текст, а можно работать детально, в работе, над которым ты прописываешь все детали, или же ты полностью составляешь текст со словами из кинофильма и выдержки, допустим, выдержки из кинофильма, и уже вставляешь туда свои комментарии. Это будет наиболее таким удобным вариантом создания тифлокомментариев. Ну, и там еще нужно учитывать, конечно же, чтобы голос тифлокомментатора, он не был слишком тихим или, наоборот, слишком таким громким. Он должен быть максимально комфортным, то есть для слуха, и каких-то таких эмоционально выражать себя тифлокомментатор тоже не имеет права. То есть если там в фильме, допустим, или в спектакле кто-то посмеялся, то есть тифлокомментатор, он не может тоже каким-то таким со смехом, допустим, сказать свой комментарий. То есть нужно быть всегда сдержанным и помнить всегда про свой голос, то есть не тихий и не слишком громкий. Что если говорить, допустим, о специфике вообще создания комментирования национальных фильмов, вот есть ли она вообще? Ну, скорее всего, она есть. Есть свои моменты, допустим, такой момент, что на каком языке, допустим, делать тифлокомментарий? Почему? Вот сейчас многие башкирские фильмы, они сопровождаются субтитрами на русском языке, и тут уже момент, вот действительно, на каком языке же актеры разговаривают на башкирском, субтитры идут на русском. Действительно, если мы это будем делать на русском языке, вроде как бы увеличивается количество людей, которые смогут просмотреть этот фильм, данный с тифлокомментариями. Но там, конечно же, встает тот момент, то, что все-таки тифлокомментирование нужно делать на языке фильма, то есть на башкирском языке. Вот, по-моему, я все моменты по тифлокомментированию вам рассказала. Если есть вопросы, жду ваши вопросы. Спасибо большое, Гафуровна. Вопросов пока нет. Сейчас мы вам в чат скинем ссылку на видео в Ютубе. Это короткометражный художественный фильм «Жеребенок» с тифлокомментариями библиотеки для слепых имени Тухватшина. Просьба участникам пройти по ссылке и посмотреть данный фильм, после чего у нас будет обед до 2 часов. Да, Маргарита Ишатовна, я скинула уже его. Я думаю, уже все видят. Да. Если нужно, можем продублировать вам на почту.
Сейчас всем продублируем на почту.
Ирина Николаевна, вы здесь? Да, я здесь. Сейчас подойдет Фанур Сафединович. А, вот здесь он все. Да, идем, проходите, Фанур. Сейчас я включу сразу презентацию. Видео как раз так. Все, Фанур Сафединович сейчас подходит. Меня слышно? Хорошо. Так, здравствуйте. Да, лучше закрыть. Хорошо. Здравствуйте. Значит, я расскажу о том, какую цифровую технику и каким образом используют люди с ограниченными возможностями в нашей библиотеке. В условиях информатизации общества качество жизни и социальный статус индивида во многом определяются возможностью активного участия в общественном информационном обмене, оперативного доступа к необходимой информации, ее обработки и представления результатов своей информационной деятельности. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, прежде всего лиц с глубокими нарушениями зрения, участие в процессе общественного информационного обмена осложняется несовпадением имеющихся у них возможностей восприятия и сложившейся общественной практики, ориентированной в основном на визуально воспринимаемые формы представления информации. Эффективным средством преодоления этих осложнений могут служить цифровые тифлотехнологии, от греческого слова «тифлос» — «слепой», которые базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной информации в доступные для восприятия незрячих и слабовидящих формы, звуковое воспроизведение, укрупненный текст, и позволяют им самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с программами общего назначения — Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer и так далее. Либо на смартфоне, получая пользовательские возможности, не имеющие принципиальных отличий от возможностей пользователей с нормальным зрением, за исключением работы с графической, нетекстовой информацией. Для людей с глубокими нарушениями зрения эти возможности имеют существенный компенсаторный эффект, позволяя самостоятельно выполнять многое из того, в чем раньше приходилось прибегать к посторонней помощи. Освоение цифровых устройств приводит к нивелированию вызываемых зрительной недостаточностью трудностей в сфере общественного информационного обмена и предоставляет тем самым инвалидам по зрению реальные возможности участия в различных видах и формах социокультурной жизни, включая образование и профессиональную деятельность, информирование о проходящих досуговых мероприятиях, участие в виртуальных конкурсах, викторинах, экскурсиях наравне с остальными членами общества. Изменения, вносимые компьютеризацией в общественную информационную среду, делают ее потенциально более доступной для незрячих и слабовидящих. Так, давайте перейдем дальше. Так. Значит, библиотека av3715.ru. Это интернет-библиотека, которая создана на базе фондов Российской государственной библиотеки для слепых. Сегодня насчитывает около 70 тысяч книг. Ежедневно добавляется около 20 книг, новых, значит, около 20 книг. Инвалиды по зрению, у нас в республике должны обратиться в нашу библиотеку, либо в любой наш филиал. Мы, значит, регистрируем такого читателя, и они получают доступ к этой библиотеке. Значит, по линии Фонда социального страхования инвалиды по зрению получают вот такое устройство. Называется оно Tiflo Flash Player. С помощью этого устройства они получают доступ к книгам в этой библиотеке.
современные модели. Ну вот здесь представлены две модели. Конечно, их больше, сейчас около 10 различных моделей, как бы ФСС, по линии ФСС инвалиды по зрению получают. А современный флеш-плеер способен не только воспроизводить книги в специальном формате, а также он способен выходить в интернет и подключаться к библиотеке через интернет. Значит, с помощью этого устройства можно прослушивать книги непосредственно на серверах библиотеки av3715.ru. Можно скачивать на, значит, Tiflo Flash Player книги. Также можно прослушивать файлы в MP3. Можно прослушивать текстовые файлы. То есть, если, например, есть какой-то документ, например, ну, предположим, курсовая работа, и инвалид по зрению хочет ее прослушать, то вот это устройство позволяет это сделать. Кроме того, флеш-плеер современный может через интернет, дает возможность через интернет прослушивать интернет-радиостанции. Вот. Ну, это вот, в общем, в основном вот такие вот функции имеет. Вот в нашей библиотеке есть книги, вот это уже записанные, подготовленные книги, которые можно прослушать на Tiflo Flash Player. Их можно взять, наши читатели могут прийти как бы в любой наш филиал и взять такую книгу, послушать ее, а потом вернуть. Ну, примерно так же, как раньше они делали это, ну, с книгами по Брайлю. Конечно, работа в интернете не ограничивается только сайтом av3715.ru. И многие инвалиды по зрению для работы в интернете используют настольный компьютер. В 1920 году компания Яндекс проводила опрос среди инвалидов по зрению России о том, какой операционной системой на настольном компьютере или ноутбуке пользуются. Ну, они пользуются. Значит, вот здесь на диаграмме представлены результаты этого опроса. Сразу скажу, что в сумме получается более 100%. Связано это с тем, что многие инвалиды имеют не один как бы компьютер, а, предположим, 2 или больше. Ну, например, у человека есть настольный компьютер, плюс есть ноутбук. Вот, поэтому в сумме получилось чуть больше. Но, тем не менее, все равно видно, что подавляющее большинство инвалидов по зрению используют именно операционную систему Windows. И большое количество, все-таки 12%, это достаточно много, пользуются macOS. Если мы говорим об операционной системе Windows, то мы должны сказать здесь о двух скринридерах. Вообще, давайте сначала я скажу о том, что такое скринридер. Скринридер – это специальная программа, которая с помощью голоса зачитывает человеку то, что отображается на экране настольного компьютера или планшета или смартфона. Благодаря голосу специальной программы слабовидящий или тотально слепой пользователь может самостоятельно работать с различными сайтами, программными документами и приложениями. Так, ну, значит, что такое? Значит, две программы, JAWS и NVDA. Ну, JAWS вообще это аббревиатура, так же как и NVDA, и означает рабочий доступ посредством речи. Ну, получается, JAWS в переводе с английского это означает также и челюсти. Значит, ну, дело в том, что в конце 80-х годов очень популярен был фильм Стивена Спилберга «Челюсти» про акулу, которая там держала в страхе целый городок. И, ну, так сказать, поэтому вот создатели логотипа программы JAWS использовали вот такую веселую акулу. Значит, ну, и образно такое образное представление, что компьютеру приделываются челюсти, с помощью которых компьютер разговаривает с человеком. Вот. NVDA невизуальный доступ к рабочему столу означает. Вот давайте мы разберем сейчас эти скринридеры, который же из них в чем превосходит. Да? Значит, вот здесь вот небольшая такая диаграммка.
Ну, сразу скажу, что практически на современном этапе NVDA и JAWS практически сравнялись. JAWS появился раньше, JAWS является коммерческим продуктом, то есть это платный. То есть это платная для пользователя программа. NVDA развивался как такое общественное движение. Это бесплатный продукт, в который многие программисты вносили свой вклад по доброй воле. Почти все перечисленное, вот здесь простота, многоязычность, многоголосность свойственна обеим программам. Значит, многоязычность говорит о том, что разные языки используются, и JAWS, и NVDA говорят на русском языке. То есть русский язык там присутствует. И многоголосность — это некоторым инвалидам, и не только инвалидам, некоторым просто нравится женский голос, кому-то нравится мужской голос, кто-то любит голос пониже, а кто-то любит, наоборот, более высокий такой голос. Там есть возможность выбрать голос, который человеку более приятен. И портативность. Портативность — это свойство NVDA, и это дает NVDA некоторое преимущество перед JAWS. Почему? Значит, что вообще дает портативность и зачем она нужна? Вообще эти программы JAWS, NVDA устанавливаются на компьютер. А NVDA можно установить на флешку, то есть не на компьютер, а на флешку. И благодаря этому, предположим, человек отправляется в библиотеку, в обыкновенную, в публичную библиотеку, где нет специальной программы. Он может взять с собой на флешке эту NVDA, вставить флешку в компьютер, если ему разрешат в библиотеке сделать это, и работать с компьютером, используя NVDA на флешке. Она точно так же будет работать, озвучивать то, что происходит на экране. То есть практически это расширяет возможности человека, то есть не обязательно приобретать компьютер со скринридером, можно использовать практически любой компьютер. Тот же самый опрос 2020 года от компании Яндекс показал, что большинство инвалидов по зрению все-таки используют на своих компьютерах программу NVDA. На этой диаграмме это желтый сектор. Как видим, более половины пользуются NVDA. JAWS удерживает второе место. Я смотрю, здесь 35%. Все-таки достаточно много, несмотря на то, что это достаточно дорогостоящий продукт. Связано это с тем, что программа JAWS лучше работает с офисным пакетом. То есть Word, Excel, PowerPoint, те люди, которым по работе приходится работать с документами, с документацией, волей-неволей предпочитают JAWS, потому что он дает, функциональность JAWS в офисном пакете выше, чем у NVDA. Отмечу также, что по-моему, VoiceOver это macOS, 6% достаточно много тоже, достаточно много пользуются Mac'ами, и соответственно, многие пользуются, эти 6% пользуются VoiceOver. Конечно, кроме тотально слепых, есть очень много людей слабовидящих с различными дефектами зрения. И поэтому, кроме синтезаторов речи, инвалиды по зрению используют и другие технологии. Тот же самый опрос 2020 года от Яндекса показал, что как видим, более 96% все-таки пользуются скринридерами, программами экранного доступа, но уже 9%, даже больше 9%, пользуются программой увеличения экрана. Или по-простому сказать, это лупа. Операционная система Windows имеет встроенную лупу, которую можно активировать и использовать. Кроме того, инвалиды по зрению, во всяком случае некоторые, просто носят с собой обыкновенную лупу, с помощью которой они разглядывают то, что не могут просто так увидеть. Брайлевский дисплей 8,6% используют. Брайлевский дисплей — это устройство достаточно дорогое, именно поэтому он распространяется, не так распространен.
И кроме того, есть еще одна проблема, что многие инвалиды по зрению не владеют Брайлем и даже не хотят его изучать. Считают, что вполне можно обойтись и так. И несмотря на это, все-таки 8,6% используют брайлевский дисплей. На мой взгляд, это достаточно много. Самоозвучивающаяся рабочая среда 5%. Тоже немаленькое количество. Значит, дело в том, что компания Microsoft развивает собственный речевой диктор, который встроен в операционную систему Windows. И несмотря на то, что он значительно отстает от NVDA или от JAWS, но тем не менее, как видим, есть определенное количество инвалидов по зрению, которые используют эту технологию. Электронная лупа. Вот скажу несколько слов про электронную лупу. Значит, я уже говорил о том, что некоторые инвалиды по зрению пользуются обыкновенной лупой. Вот электронная лупа, во-первых, дает большее увеличение, чем обыкновенная. Это во-первых. Во-вторых, электронная лупа позволяет сделать инверсию цвета. Дело в том, что многим людям с дефектами зрения тяжело читать черные буквы на белом фоне. Вот. А электронная лупа позволяет сделать текст, инвертировать как бы текст и сделать белые буквы на черном фоне. Вот. Тоже в этом ее достоинство, в отличие от обыкновенной лупы. Брайлевский дисплей. Вот здесь на фотографии вы можете посмотреть, что из себя представляет брайлевский дисплей. Значит, во-первых, это брайлевские ячейки. Ну, конкретно вот этот дисплей, это дисплей Focus. Если я не ошибаюсь, это Focus 40. 40 это цифра, это количество брайлевских ячеек. То есть здесь 40 брайлевских ячеек. Значит, может подключаться к компьютеру настольному, либо подключаться к смартфону, если мы говорим, либо к ноутбуку, либо через Bluetooth может подключаться беспроводным способом, либо, если, например, Bluetooth отсутствует, то можно подключиться с помощью кабеля. После того, как брайлевский дисплей подключен, когда фокус компьютера попадает на какой-то документ, на какой-то текст, буквы, цифры или какие-то знаки, там запятые, точки, то соответствующие 40 знаков от курсора будут показаны вот на этом дисплее. Вот. Справа и слева имеются кнопочки навигации, то есть перемещения. Когда слепой человек прочитал 40 символов, он нажимает на кнопочку, и дисплей демонстрирует следующие 40 символов. Прочитал, следующие 40 символов и так далее. Вот так происходит чтение. Вот. Можно вернуться назад. Значит, ну и потом брайлевский дисплей позволяет выбрать какие-то точки, то есть, например, заголовки, только заголовки, чтобы показывали, или только ссылки. Потом, когда мы выберем нужный заголовок, мы можем уже читать все подряд под этим заголовком. Ну, то есть есть определенные технологии для удобства, но в общем и целом вот, работа на брайлевском дисплее, конечно, происходит чуть медленнее, чем глазами. Тем не менее, вот, такая технология есть. У нас в библиотеке имеется брайлевский дисплей отечественного производства от компании Legest. Вот видите, тоже вот у нас тоже имеются брайлевские ячейки, вот они черные, да? А также кнопочки, вот здесь не очень хорошо видно, вот они белые на белом фоне, но тем не менее вот их можно разглядеть. Это кнопочки навигации, кнопочки для того, чтобы передвигать курсор. Передвигать курсор после того, как прочитаешь все брайлевские ячейки. Компьютерный зал. Компьютерные технологии, конечно, это все прекрасно, но дело в том, что слепой человек для того, чтобы ими пользоваться, должен все-таки пройти специальное обучение. Потому что освоить это самостоятельно, интуитивно практически нереально. Вот. И поэтому у нас в библиотеке был создан в 2007 году, значит, был создан компьютерный зал. Он до сих пор функционирует, занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа. Ну и пока желающие есть, пока люди приходят с различными вопросами, значит, некоторые люди проходят полный курс обучения. Вот. Тот же самый опрос от Яндекса 2020 года. Настольный компьютер или ноутбук или смартфон.
Вот. Поэтому, как по результатам этого опроса, вы видите, что значит, ну, практически большинство, 97% с хвостиком, пользуются настольным компьютером или ноутбуком, и в то же время 94%, да, и 0,8% все-таки пользуются сенсорным устройством. Все-таки сенсорные устройства за последние годы очень широко распространились, и слепые как бы не остались в стороне от этого процесса. Очень многие люди тоже обзавелись сенсорным устройством. Обращаю ваше внимание, что 13% пользуются мобильным кнопочным телефоном. Вот. Но тут я должен сказать о таком феномене, как слепые люди. Все-таки это люди по большей части консервативные. То есть они как бы не любят слишком часто осваивать что-то новое. Ну, это связано с тем, что, ну, во-первых, многие люди теряют зрение уже в возрасте, когда, в принципе, тяжело учиться. Во-вторых, как бы для того, чтобы освоить технологии, незрячему человеку приходится учиться где-то, то есть необходим какой-то наставник, педагог, учитель, вот, и не всегда с этим просто. Вот, и поэтому, ну, как бы, и потом слепые люди, вот, например, освоив какую-то технологию, например, электронную почту, человек ею пользуется, и как бы она вполне удовлетворяет все его потребности в общении, в деловой переписке, и он считает, ну, и он не хочет просто тратить время, силы на то, чтобы осваивать еще и WhatsApp, например, да. То есть у меня есть электронная почта, и мне этого достаточно. Этот взгляд такой достаточно распространенный. Вот, и вот в результате этого мы видим, что даже кнопочные телефоны среди слепых достаточно сильно распространены. Вот. Просто люди освоили эту технологию, как бы с успехом ее используют, и ну, как бы им вполне достаточно для общения с родными, близкими, друзьями, для пересылки смс-ок. Вот. Те же, кто значит, приобрели сенсорное устройство, приобретают либо смартфоны на андроиде, либо айфоны. Значит, и опять-таки опрос от Яндекса 2020 года убедительно показал, что смартфоны на андроиде, да, уверенно побеждают, 75% значит, используют именно их. Интересно, что айфоны достаточно широко распространены, несмотря на высокую цену, да, 37% инвалидов по зрению используют их. Почему? Дело в том, что все-таки iPhone более совершенен, в том числе и с точки зрения слепых. То есть меньше ложных срабатываний, значит, более точно отрабатывает, функционал очень обширный. Ну, во многих случаях iPhone оказывается удобнее в том числе и для слепого человека. Вот. Но высокая цена привела к тому, что все-таки в 2 раза больше, 75% людей приобрели смартфоны на андроиде. Вот Symbian, о которой, значит, уже многие успели позабыть, все-таки 9,7%. Да, я уже говорил о том, что инвалиды по зрению люди консервативные. Вот, и в основном это вот как раз люди в возрасте, которые освоили в совершенстве Symbian и как бы больше не хотят переходить на что-то другое, их все устраивает, их достаточно много. Так, ну это наш победитель. Все, что дальше я скажу, в основном относится к андроиду, конкретные названия программ. Вот. У айфона названия программ просто другие будут, но в принципе там все аналогично. Так, прежде всего поговорим о том, что операционная система Android предоставляет возможности для людей с недостатками зрения настроить экран таким образом, чтобы было удобнее пользоваться. То есть, ну вот здесь вы видите, что кнопочки сделаны крупнее. Просто они больше. Вот, их легче найти, и кнопочки здесь контрастные, да, то есть они резко отличаются друг от друга. Эта технология уже встроена в Android, то есть она там есть. Основные направления, в каких используются смартфоны, вот выделены красным цветом, а непосредственно программы
название программ выделено черным цветом, написано черным цветом. Конечно, невозможно все программы, которые там есть на свете, невозможно, значит, здесь в одну табличку внести. На самом деле программ достаточно больше. Я постарался выбрать самые популярные программы. Вот. Ну и потом, конечно, с течением времени этот список программ может измениться. Так, начнем первое, чтецы экрана. Ну, чтецы экрана — это то же самое скринридеры, только это по-русски, да, чтецы экрана, скринридеры. На андроиде используются скринридеры TalkBack, Voice Assistant. В основном, да. Значит, на айфонах VoiceOver. Ну, кстати, сразу в скобочках замечу, что все программы, которые здесь перечислены вот на этой табличке, а также, ну, за исключением VoiceOver, это все взято с Play Market. Что делают чтецы экрана? То, что видно на экране, все тексты на экране, чтецы экрана зачитывают голосом. То есть смартфон говорит, человек понимает. Далее идут распознавание речи. Программы, такие программы, как, значит, ну, все вы, наверное, знаете про Алису от Яндекса. Вот. Есть также ассистент от Google, есть программа Дуся. Эти программы обратны скринридерам, то есть человек говорит, а смартфон понимает, что ему сказали, и выполняет соответствующую команду. Вот, подробнее поговорим о них чуть попозже. Далее идет радио. Значит, радио очень популярно среди инвалидов по зрению. Вот, точно так же, как телевизор среди зрячих популярен, также радио популярно среди слепых. Зачастую к нам в библиотеку обращаются, значит, ну, наши читатели с просьбой настроить радио, сделать так, чтобы Tiflo Flash Player, например, воспроизводил какую-то радиостанцию. Значит, сейчас, на сегодняшний день в интернете тысячи радиостанций, которые вещают на самых разных языках, в том числе много радиостанций, которые вещают на русском языке. И среди этого изобилия две радиостанции созданы специально для слепых. Это radiovoz.ru. Это радиостанция, созданная Всероссийским обществом слепых. Вот, и радио Рансис. Рансис — это Российская ассоциация незрячих студентов и специалистов. Обе радиостанции целиком ориентированы на слепых и слабовидящих пользователей. Здесь соответствующие передачи об общественной жизни в обществе слепых, о каких-то юридических новинках, которые появляются, о каких-то проблемах, передачи о том, как, например, слепому человеку приготовить себе какое-то блюдо, вот. Значит, или передача о том, как слепой человек какой-нибудь там съездил в путешествие, вот, с какими проблемами он столкнулся и как он их решил. Также много здесь аудиокниг, которые, ну, зачитываются, радиоспектакли, передачи о музыке, о музыкантах. Вот именно, то есть эти радиостанции прежде всего вещают с учетом интересов аудитории, у которой как бы какие-то проблемы со зрением. Вот. Значит, следующая группа программ — это программы, которые дают информацию об окружающем мире. Это программы, которые поставили перед собой очень сложную задачу. Вот. И в то же время я думаю, что вот развитие в этом направлении наверняка будет идти, и, скорее всего, какие-то новые прорывные технологии появятся вот именно в этой сфере. Подробнее поговорим попозже. Значит, социальные сети и мессенджеры. Конечно, люди, у которых, так сказать, проблемы со зрением, тем не менее, это люди, человек – существо социальное, и, соответственно, интерес к социальным сетям и мессенджерам очень высокий, и с успехом пользуются ими. Значит, библиотеки. Библиотеки av3715.ru, о которой я уже говорил, ну а также другие библиотеки. О них тоже поговорим попозже. Чтецы экрана. Скринридеры. Значит, TalkBack самый популярный. Значит, Shine Plus — это проект, который выстрелил 5 лет назад, где-то в году в 2015 он появился.
Ну, во всяком случае, стал более-менее популярен, но на сегодняшний день, к сожалению, он практически заброшен и сходит на нет. Вот. Voice Assistant – это скринридер, который развивает компания Samsung. Вот. Ну, он сделан на основе TalkBack, но тем не менее у него есть свои особенности, свои какие-то достоинства. Ну, VoiceOver это от компании Apple. Тот же самый опрос 2020 года показал, что программа TalkBack чаще всего используется инвалидами по зрению. 71%, да, заявили, что пользуются TalkBack. Вот. Но это связано с тем, что все-таки смартфоны на Android широко распространены. Вот. Значит, VoiceOver взял неожиданно второе место, да, 37%. Ну, почему неожиданно? Вообще-то ожидаемо, да, 37% ведь заявили, что пользуются айфонами, вот они пользуются, конечно, VoiceOver. Вот. Достаточно большая доля пользуется Voice Assistant, 24%. Это связано с тем, что смартфоны на Samsung потихонечку завоевывают популярность и среди слепых. Вот. Так, ну, скринридер. Обращаю ваше внимание, что Mobile Speak для Symbian вот 9% занял. Это вот как раз те, так сказать, поклонники смартфонов Nokia, которые, так сказать, ну, уже в возрасте, но тем не менее пользуются смартфонами, кнопочными смартфонами. Вот. Ну, раз TalkBack у нас уверенно лидирует, вот давайте мы о нем немножечко поговорим. Я сейчас хочу вам продемонстрировать, как он работает. Значит, повторюсь, что TalkBack – это скринридер, он будет читать то, что видно на экране. Вот, значит, я его включаю, для этого вот я беру смартфон и зажимаю клавиши громкости вверх и вниз. Так, сначала надо разблокировать. Блокировать и зажимаю клавиши громкости. Вот. Функция TalkBack включена. Простой рабочий экран. Экран 2 из 2. Среда. Коснить календарь. Коснить апрель 2021 дня. ВЦ. Коснить Reader. Chrome. Коснить Blind Droid Wallet. Загруженное. Другое. Сообщение. Телефон. Контакты. Камера. Библиотека F3 Ассистент. Коснитесь дважды. 14:33. Коснитесь дважды, чтобы активировать. 14:33, Уфа, солнечно, текущая температура 11, максимум сегодня 16, минимум сегодня 6. Коснитесь дважды, экран вот так выключен. Вот, так вот работает скринридер, значит, и таким вот образом его можно активировать, как бы воспользоваться. Голосовой помощник. Голосовой помощник, как я уже говорил, это программа, обратная скринридеру. То есть человек говорит, то есть если скринридер читает то, что видно на экране, то есть как бы смартфон говорит, а человек понимает, то голосовой помощник наоборот. Здесь человек говорит, а смартфон понимает. Изначально появился голосовой Google Assistant. Google Assistant появился первый. Как бы, и вообще создавался он, я так понимаю, не для слепых, а вообще для всех пользователей смартфона. Я тоже сейчас хочу его продемонстрировать вам. Значит, сейчас я должен подключиться к интернету. Так, ну. Во-первых, подключаюсь к Wi-Fi. Включено, отключено. Библиотека, быстрые настройки. Дело в том, что Google Assistant без интернета не работает. Вот. Так. Нет. Все новости. Вот я сейчас запускаю Google Assistant. Сейчас, секунду. Ассистент. Погода в Уфе. В Уфа сейчас 13 градусов. Облачно с прояснениями. Погода. Вот так вот. Кнопка голоса. Погода на выходные. В выходные в Уфа местами кратковременные осадки. 11 градусов. Курс евро. 1 евро это 92 рубля и 35 копеек. Как видим, если мы даем простые запросы, стандартные запросы, то нам голосом же и отвечают. А вот сейчас я попробую дать запрос чуть сложнее. Новости спорта.
По вашему запросу найдено несколько статей. Вот видите, она уже не читает, а просто находит странички в интернете. И для того, чтобы прочитать эти новости, приходится прибегать к помощи скринридера. Новости спорта, спортивная аналитика, видео, заголовок новости. Михаил Вилков. Если станет легче, то можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от... Вот, как видим, значит, голосовой помощник все-таки нашел, согласно запросу, нашел материалы в интернете. Вот так он работает. Когда появился голосовой помощник, то, значит, слепые люди сразу поняли потенциал, как бы, то есть насколько это удобно, и появилась тогда программа Дуся. Значит, ассистент Дуся, ее создавали инвалиды по зрению, слепые и для слепых. Вот. Ну, параллельно, вот уже сразу скажу, что одновременно, ну не одновременно, а чуть позже появились проекты вот Алиса от Яндекса и Маруся от Mail.ru. Не такой раскрученный, но тем не менее он как бы практически ничем не уступает. А значит, Алиса и Маруся – это прямые конкуренты Google Assistant. То есть они фактически делают то же самое, что делает Google Assistant. Вот. А что касается Дуся, то здесь есть особенности. Значит, дело в том, что значит, Дуся, если она, например, если вы даете ей запрос, там, погода, или курс евро, или новости спорта, то она просто передает, в отличие от Алисы, она просто передает запрос в Google Assistant, то есть она с ним сотрудничает. Вот. Значит, ну, кроме того, Дуся умеет делать такие вещи, которые Google Assistant делать не может. То есть какие, например. Значит, Дуся умеет находить файлы, документы на смартфоне, умеет запускать файлы программой, может включать и выключать Wi-Fi и Bluetooth, отвечает на звонок, снимает трубку, вешает трубку, добавляет телефон в контакты, пишет под диктовку, дает на проверку и исправляет ошибки. Кроме того, у Дуси есть такой развлекательный модуль, она может рассказывать анекдоты. Вот. Ну и она умеет читать новости. Значит, вообще, вот я вам уже говорил, что Google Assistant не может работать без интернета. То есть, например, вот вы даете Google Assistant команду выключить Wi-Fi. Да, он выключит Wi-Fi, потому что ведь интернет как бы есть. А вот если вы даете ему команду «включи Wi-Fi», он включить не сможет, поскольку интернета нету. И как бы он эту команду не выполнит, просто там появляется надпись, что подключение к интернету отсутствует. Вот. А Дуся умеет. Дуся, вот если скажешь «включи Wi-Fi», она его включит, даже при отсутствии как бы интернета. Вот. То есть вот такие нюансы. Кроме того, Дуся – это не просто законченный продукт, как вот, например, Google Assistant. Дуся – это своеобразный конструктор, который состоит из разных модулей. И человек, вот, например, предположим, человеку не нужны анекдоты. Он может соответствующий модуль как бы не ставить. И вследствие этого как бы программа будет занимать меньше места. И как бы, ну, в общем, можно собрать себе такие модули от Дуси, которые тебе непосредственно нужны. То есть не обязательно ставить все целиком, все, что там у нее есть. Ну и кроме того, если, например, человеку нужна какая-то функция, а Дуся ее пока не умеет делать, то можно как бы обратиться к программистам с просьбой соответствующую как бы функцию сделать, добавить, как бы, и появится еще какой-то дополнительный модуль. Потом этот модуль можно будет разместить на Play Market после проверки, и, может быть, не только вам, но еще кому-то он пригодится. Вот. Такая вот технология. Библиотека av3715.ru. Соответствующая программа имеется в Play Market. Вот. После установки на смартфон этой программы, значит, человек, который зарегистрирован в этой библиотеке, получает доступ к ее фондам. То есть это еще один способ, помимо Tiflo Flash Player, воспользоваться библиотекой av3715.ru. Имеется у каждого читателя своя
Так, своя книжная полочка, куда можно ставить книжки. Имеется голосовой поиск, вот на правом скриншоте видно голосовой поиск, то есть можно голосом давать запрос. Опять-таки работает Google Assistant, ассистент от Google. Значит, книги отсортированы по названию, по фамилии автора, по диктору и по жанру. То есть можно давать соответствующий запрос. Либо фамилию автора, либо жанр. Вот. Будут находить, программа находит соответствующую литературу, соответствующую запросу. И потом можно выбрать книжку и ее прослушивать. Книги не обязательно скачивать. Если у вас смартфон с маленькой памятью, то вы все-таки можете собрать себе достаточно большую библиотеку. Но единственное, вы без интернета не сможете эти книги слушать. Вот. Если вы хотите слушать книги без интернета, то вам нужно скачать их на смартфон. Ну, например, вы едете куда-то в поездку, не уверены, что там будет уверенный прием интернета, можете скачать несколько книг себе на дорожку. Вот. И в этом случае у вас всегда, даже при отсутствии интернета, всегда будет под рукой книжка, можно будет ее послушать. Конечно, библиотека AV3715 не единственная библиотека аудиокниг. Вот. На Play Market есть разные другие библиотеки с аудиокнигами, и, между прочим, зрячие люди тоже любят слушать аудиокниги. Вот. Я вот одну... Есть библиотеки платные, есть бесплатные. Я вот нашел одну библиотеку с бесплатными книжками, вот для примера я вам привел. Значит, слева имеется программа, ну вот в том числе и хорошо озвучивается она, незрячий человек тоже может ею воспользоваться. То есть книжки в MP3, вполне инвалиды по зрению, тоже могут слушать на своих смартфонах. Конечно, аудиокниг все-таки на свете не так уж и много, потому что сделать аудиокнигу – это все-таки большой труд. А вообще книг на свете гораздо больше. Вот. И есть программы, которые организуют книги на вашем смартфоне в библиотечку. Это такие программы, как FB Reader, Cool Reader, A-Reader, а также, наверное, есть и другие. Вот. Все эти библиотеки организуют все текстовые файлы на вашем смартфоне в определенную библиотечку. Они позволяют, во-первых, для человека слабовидящего сделать адаптацию изображения, то есть сделать инверсию цвета. Я уже говорил о том, что многим людям с недостатками зрения читать черные буквы на белом фоне трудно. Можно подобрать фон, а также шрифт, такой, который легче воспринимается. Вот. Эти программы позволяют это сделать. Ну и кроме того, программы, вот все перечисленные программы позволяют запускать чтение вслух. Сейчас я покажу вам, как это работает. 14. Устройство разблокировано. Простой рабочий экран. Так, у меня установлена программа Cool Reader. Cool Reader я ее запускаю. Показаны регуляторы громкости. Функция TalkBack отключена. Так, и вот здесь есть функция. Так, не так-то просто. Сейчас. Чтение вслух, да? Вот сейчас я запускаю чтение вслух. Вот послушайте, сможете ли вы понять, о чем говорится в данной книжке. Великий князь овдовел, а 2 года спустя начал свататься за племянницу последнего византийского императора, царевну Софью Фоминичну Палеолог. Переговоры тянулись 3 года. 12 ноября 1472 г. Невеста наконец приехала в Москву. Свадьба состоялась в тот же день. Этот брак московского государя с греческой царевной был важным событием русской истории. Вместе с Софьей при московском дворе утвердились многие порядки и обычаи византийского двора. Церемониал стал величественнее и торжественнее сам великий. Так, ну вот я думаю, значит, вы поняли. И в принципе, если очень захотеть, то можно понять, можно книжку вполне прослушать и понять, о чем там говорится.
Значит, ну, программа позволяет также делать закладки, позволяет возвращаться назад, передвигаться вперед, какие-то части пропускать. Вот. Такая вот возможность есть. Электронная почта. Электронная почта появилась еще на заре интернета, если я не ошибаюсь, в 1971 году. На сегодняшний день многие люди задаются вопросом, а нужна ли нам электронная почта. Вот. Но что касается инвалидов по зрению, то я уже говорил о том, что они во многом консервативны и, значит, активно используют электронную почту. Есть специальные рассылки для слепых, где именно через электронную почту люди обмениваются информацией, они делятся какими-то своими проблемами, значит, помогают друг дружке решать эти проблемы, рассказывают о каких-то своих достижениях, делятся информацией. Вот. Я перечислю некоторые из рассылок. Это не полный список, сразу скажу, на самом деле рассылок больше. Рассылки именно через электронную почту. Так, значит, прежде всего, ну, то, что нам ближе, значит, информационные технологии. Рассылки, посвященные пользованию компьютеру, рассылки, посвященные пользованию смартфоном на андроиде, рассылки, посвященные айфону, это все отдельные рассылки. Вот. Есть рассылка электронная книга, обмен и поиск книг. Вот. Значит, изучение языков, изучение различных языков. Вот. Значит, тифлопедагогика, рассылка, где, значит, люди делятся особенностями преподавания для слепых. Вот рассылка, посвященная юридическим вопросам, рассылка о декоративно-прикладном искусстве, рассылка по шашкам, отдельно рассылка по шахматам, вот, отдельно рассылка компьютерные игры для незрячих, рассылка, посвященная кулинарии, вот, рассылка хозяев собак-поводырей. Мы уже даже вот по этому списку увидите, что электронная почта среди слепых активно используется. И ее преимущество в том, что она дает полный доступ. И, в общем-то, достаточно комфортно слепому человеку пользоваться электронной почтой, в том числе и со смартфоном. YouTube. Ну, YouTube вы все знаете. Значит, YouTube дает возможность, в том числе и слепому человеку, искать нужные ролики, прослушивать их или просматривать, перематывать вперед, назад. Вот. То есть, как бы благодаря политике доступная среда, YouTube вполне доступен для инвалидов по зрению. WhatsApp. Ну, я уже говорил о том, что, значит, WhatsApp слепые пользуются с удовольствием этой программой. Наша библиотека создала в WhatsApp группу BRSBS Click, где регулярно публикуются новости наши и наших филиалов. Читатели имеют возможность поделиться впечатлениями о мероприятиях, в которых там приняли участие, вот, высказать свое мнение. В общем, вот такая вот имеется такая группа WhatsApp. ВКонтакте, социальная сеть ВКонтакте. У нас в Башкирии среди инвалидов по зрению самая популярная социальная сеть – это все-таки ВКонтакте. Значит, когда инвалиды по зрению стали осваивать смартфоны, значит, они стали регистрироваться во ВКонтакте и пытаться пользоваться с андроида официальным клиентом, который имеется на Play Market. У них были проблемы определенные, то есть что-то там было недоступно, и они обращались, на Play Market имеется возможность написать разработчику о том, что, свои пожелания, свои какие-то отзывы. Вот, слепые люди писали, и в ответ получали формальные ответы, фактически ничего, к сожалению, официальный клиент ВКонтакте никаких шагов конкретных не предпринял. Параллельно, был создан двумя энтузиастами из Перми, проект Kate Mobile. Это программа, которая тоже позволяет пользоваться
социальной сетью ВКонтакте через смартфон на андроиде. Вот. Там тоже было не все идеально, и слепые написали туда. Конечно, значит, с просьбой о том, чтобы немножечко как бы обратить и на них внимание. Разработчик пошел навстречу, то есть он немножечко доработал свою программу. Благодаря этому все кнопочки стали озвучиваться. Слепому человеку стало удобно пользоваться этой программой. Вот. Сложилось такое доброе такое сотрудничество. Слепые потом обращались еще, и как бы создатель шел навстречу. Вот. И благодаря этому Kate Mobile на сегодняшний день озвучивается лучше, чем официальный клиент, более доступен для слепых. И именно этим клиентом они и пользуются. Вот. Ну и справа пример. Вот, это одна из групп во ВКонтакте, которые создали слепые для слепых. Вот. В общем, эта социальная сеть достаточно популярна на сегодняшний день. Вот мы пришли к самым интересным, наверное, программам. Это программы, которые дают информацию об окружающем мире. Вообще задача, конечно, поставлена очень большая. Давайте мы начнем с самой такой простой программы кошелек. Значит, время у меня есть сейчас. Значит, как она работает? Значит, вообще вот эта программа, она поставила перед собой достаточно скромную задачу распознавать только деньги, только бумажные купюры, но зато всех стран. Если вы отправляетесь в какую-то страну, то вам нужно соответствующий модуль скачать на Play Market. Вот у меня сейчас установлены только российские рубли. Вот сейчас я здесь подготовлю свой смартфон, секундочку. Функция TalkBack. Line Droid. Вот я включаю программу кошелек. Line Droid Wallet. Загружаю российские рубли символом. Загружаю российские рубли. Коснитесь дважды, чтобы активировать. Коснитесь дважды, удерживайте. Сейчас он даст мне сказать. Значит, я кладу купюру на плоскую поверхность. Можно просто на ладонь, если вы находитесь где-то на улице. Вот, и располагаю камеру смартфона. А вот он уже распознал. Располагаю камеру смартфона. 50 российских рублей реверс. Ярлыка 50 российских рублей аверс. Располагаю смартфон таким образом, чтобы камера была направлена на купюру. Российских А если на букву 2? Что? Вы что-то спросили? Без ярлыка коснитесь дважды, чтобы... Без ярлыка нравится приложение. Без ярлыка 500 российских рублей аверс. Вот она распознает купюры, видите? То есть как бы через камеру программа понимает, какие... 100 российских рублей аверс. Какая это купюра? Чтобы активировать, коснитесь дважды и удерживайте. Доступно. Без ярлыка 1000 российских рублей аверс. Коснитесь 1000 российских рублей реверс. 1000 российских рублей реверс. Все очень хорошо сегодня отработало. Так. Значит, эта программа была кошелек. Значит, вот программа TapTapSee поставила перед собой более сложную задачу – распознавать все, что попадет в камеру смартфона. И вы уже понимаете, да, какая это сложная задача. То есть как бы человек может находиться в комнате, может находиться на улице. Вот человек наводит камеру. Значит, что там попало? Компьютер, стол, там дерево. И уже понятно, что, во-первых, столы бывают разные, разных расцветок, разных размеров. Потом человек может навести камеру под разным углом. То есть вот и программа должна понять, что перед ней находится. Да? То есть задача неизмеримо сложнее, чем распознать, например, просто купюру. Вот. Но тем не менее, вот работа в этом направлении ведется. И видите, вот справа имеются отзывы, и в том числе как бы отзывы людей, которые с благодарностью пишут разработчикам, что в принципе как бы это хорошо, это нужно. Вот, и в том числе, но вот ниже находится отзыв не такой, как бы
так сказать, ну, не 5 звезд, а поменьше. Там, вот, потому что все-таки задача стоит сложная, и программа, к сожалению, не всегда справляется. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день не всегда справляется, и не всегда успешно удается распознать, что же находится перед камерой. Вот есть программа Be My Eyes, будь моими глазами. То есть если предыдущие две программы, там распознает искусственный интеллект, программа распознает, что перед ней, что находится перед камерой, то вот этот проект, где волонтеры, добровольцы распознают для слепого человека, что находится у него перед камерой. Значит, установив эту программу к себе на смартфон, можно, значит, ну, во-первых, вы выбираете себе роль, либо вы человек, который нуждается в помощи, либо вы волонтер, помощник. И, как видите, волонтеров гораздо больше. Вот. Волонтерить не обязательно круглые сутки. Когда у вас есть свободное время, вы ставите статус, что вы готовы отвечать на звонок. Вот. И, предположим, вот слепому человеку нужно, вот он, например, находится в магазине, он хочет купить какой-то, там, предположим, обезжиренный творог, и он не видит этикетки, он хочет понять, вот, что перед ним, вот обезжиренный творог или жирный. Значит, он находит волонтера, который говорит с ним на одном языке, через эту программу с ним налаживает связь, как бы, и вот подносит к камере смартфона соответствующий предмет. То есть, да, вот примерно так это работает. Ну или, предположим, где-то на улице человек потерялся, и он хочет сориентироваться, понять, где же он находится. Тоже он обращается через эту программу к какому-то волонтеру, значит, наводит камеру, вводит камерой вокруг себя, и волонтер смотрит и говорит, что ему вот же там в 10 метрах от тебя имеется дорога, пройди туда. Вот. Примерно так это работает. Значит, ну и, как видим, по количеству людей, которые, по количеству слепых, которым этим пользуются, а также по количеству волонтеров, мы видим, что проект живой, проект работает. Вот. Осмонд – это программа-навигатор, программа, которая дает информацию об окружающей среде, но уже не через камеру, а через карты, которые загружены. Значит, ну, еще говорят, что это программа-навигатор. Если мы, например, что эта программа может? Значит, если мы, например, пойдем по городу, то программа нам будет говорить о том, что нас окружает. Но, конечно, опять-таки, если эти объекты нанесены на карту. То есть одна из задач разработчиков состоит в том, чтобы поддерживать карты в актуальном состоянии. Вот, программа будет говорить, положим, справа от вас магазин «Монетка», слева через 10 метров, слева 10-15 метров от вас находится витаминный завод. Идем дальше, слева от вас детская библиотека и так далее. Если в таком режиме ходить по Уфе, то информации будет так много, что практически, практически у вас не останется времени больше ни на что. Это слишком много информации, слишком много объектов. Вот, поэтому программа позволяет выбрать точки интереса. Мы выбираем только те объекты, которые нас интересуют. Например, только библиотеки, только культурные заведения, только остановки и только продуктовые магазины. Вот. Все остальные объекты будут просто пропускаться, как бы, нас будут информировать только о ближайших точках интереса. Кроме того, программа позволяет выстроить маршрут. То есть, например, вот я из библиотеки иду, предположим, в центральный универмаг. Я задаю маршрут, то есть точка отправления – это мое текущее положение, пункт назначения. Я могу просто назвать центральный универмаг, я могу написать адрес, значит, Карла Маркса, 23. Вот. Программа строит маршрут, это занимает какие-то секунды, редко когда занимает там полминуты, минуту. Причем программа строит маршрут, если выбрать режим пешеход, то программа строит маршрут с учетом светофоров, с учетом пешеходных переходов. Вот. А потом я отправляюсь по этому маршруту. Маршрут можно откорректировать, то есть если, например, программа где-то ошиблась, то есть возможность немножечко как бы откорректировать этот маршрут, подправить. Потом этот маршрут можно сохранить. Вот если вы часто ходите каким-то маршрутом, можно маршрут сохранить, и когда он понадобится, не надо его строить заново, можно его просто
так сказать, взять и использовать. Готовый маршрут можно пересылать по электронной почте, по WhatsApp. Вот, и, значит, если человек обладает навыками работы с программой Osmond, он сможет воспользоваться уже готовым маршрутом. Вот. Ну, значит, чего программа не может? Чего программа не может? Программа не содержит информацию о лужах. То есть, например, прошел дождь, образовалась лужа на тротуаре, то, к сожалению, программа об этом вас не сможет уведомить. Поэтому прежде чем пользоваться этой программой, инвалиду по зрению все-таки нужно научиться ходить по городу с белой тростью. То есть он должен это уметь. Вот. Значит, для того, чтобы научиться пользоваться программой Osmond, только этой программой необходимо. Ну, курсы занимают 3 недели при ежедневных занятиях, включая субботы. За 3 недели человек осваивает. Ну, вполне достаточно, чтобы освоить эту программу. Вот. Такой вот интересный проект. Ну, про программу тифлокомментатора я особо распространяться не буду. Она имеется на Play Market. И о тифлокомментировании вам уже рассказывали, насколько я знаю. Вот. Поэтому я, наверное, буду закругляться, тем более, что наше время подошло к концу. Спасибо вам за внимание. Вот. До свидания. Спасибо за выступление, Фанур Сафетдинович. Уважаемые коллеги, я сейчас в чат скину ссылку на итоговый тест. Просьба пройти по ссылке и сделать его. Ссылку также направим вам на почту. И на почту пришлем видео вчерашнего фильма, который нам не удалось посмотреть. Вот, и в принципе на этом мы будем завершать обучение. Хочу поблагодарить всех выступающих за интересные содержательные доклады. И также всем слушателям спасибо за внимание. А вы ссылку на фильм Маргариты Шатом накинули, да? Да, я им сейчас в письме отправлю. Хорошо. Хорошо. Угу. Здравствуйте. А чтобы тест сделать, он просит подтвердить свою личность, в аккаунт какой-то зайти нужно. Там, наверное, в Google аккаунт просит вас зайти. Если что, попробуйте с другого устройства. Спасибо. А в течение какого времени нужно сделать зачет? Давайте сегодня, может быть, завтра до обеда. Спасибо большое. Вопрос по количеству правильных ответов. Это вы как-то это ведете? Сколько допущения ошибок может быть? Ну, если вам интересно, можно будет преподавателей спросить. Нам самое главное, чтобы вы выполнили. У нас потом все это будет в табличной форме, все будет видно. Да, главное, чтобы выполнение было.
Ответы мы автоматически уже будем видеть. По почте мне не нужно пробовать. Ну все, тогда я завершаю конференцию. Если какие-то вопросы, пишите на нашу почту.